Приветствую всех, кто есть на стриме сейчас уже, или тех, кто в записи когда-то его будут смотреть. Привет, Игорь, привет, Леха Ха. Привет вам. Продолжаем сегодня опять Ведьмака. Да, загружаемся. Играешь? Ну, сейчас буду. Еще пока не играю, еще только начали, сейчас будем играть. Прошлый стрим начался на пару минут, но решил закончиться. А там даже был не один, а сразу 2 или 3. И тоже они решили закончиться вообще-то. Все потому что OBS решил мне сказать, что сегодня шорт-стрима у нас не будет, а я ему сказал нет, я сказал будет. И мы там немножко поспорили между собой, скажем так. И в итоге я победил. В итоге шорт-стриму все-таки быть на ютубе. Так что вот так вот тебе OBS. Я сказал, что он будет, значит будет. Пусть даже спустя парочку попыток, перезапусков других стримов, но я своего добился. Подтверждаю, что форум целый час смотрел на кота. Ну еще чего. Че, мне нечем было заняться. Я, как и говорил, просто пошел свои дела делать, а на фоне просто оставил игру. И да, получил я те последние достижения насчет этого танцующего кота. И получил вроде как свою первую игру, пройденную на все достижения. Это прям событие. Так, возвращаемся к Ведьмаку. У нас сегодня планы. Во-первых, хотя бы затронуть сюжетку на Скельге дальше, там помочь Керис, помочь Хьялмару, если получится, сразу обоим. Помимо этого, еще там всякие дела на Скельге, но начнем стрим с Новиграда и Велина, раз уж мы тут сейчас, раз уж мы под конец прошлого стрима сюда вернулись, и я тогда еще думал, доделать ли вот эти вот последние квесты на 25-26 уровень, вот эти вот. И как раз вот сейчас начнем с них, наверное. Заказ чудища из доброго, например. А чуть-чуть потом как раз вернемся обратно на Скеллиги. Поговорите со старостой доброго. Опять ночь. О, другое дело. Солнышко прям в лицо. Так-то лучше. Это должно быть Доброго, та самая деревня из контракта. Только что-то тут тихо. Торпоеды, прекрасно. Ну не прям тихо, тут у нас есть гости в виде Билли. Зараза. И на тих шипы. Фига себе, как больно. Одним ударом пол хп. Это гули. Будем, значит, сжечь их. Один есть. Что такое?
Любишь серебро, да? Ладно. Ни одной живой души. Тут случилось что-то недоброе. Даже до того, как пришли трупоеды. В деревне Доброго случилось что-то недоброе. Распоротые брюхо. Наверняка погиб, защищая хозяев. Первый удар в шейную артерию, второй в бедренную. Он умер быстро, даже не успел защититься. Говоря еще, кстати, о Ведьмаке. Я глянул, сколько там сейчас у меня насчет этих часов, которые мы там фармим и копим. Тело разорвано трупоедами. Ведьмак И пока понятно, что что убило беднягу. очень даже неплохо идет по этим часам, по прибавке этих часов точнее. А еще я посмотрел, уточнил, какой у меня стрим в целом на канале был самым прибыльным в плане часов как раз. И это был самый первый стрим по Звездным войнам, выжившему, который был где-то в начале сентября. Там было аж 400 часов мне показано. Вряд ли это, конечно, прям в первый же день того стрима. Скорее всего, это на протяжении всего года там натекло. Но я рисковать, наверное, не буду, и поэтому будем стараться как-нибудь до того момента, до той даты, где будет этот стрим, до того момента уже выполнить условия, если прям получится. Но если вот так вот, как сейчас идут успехи по Ведьмаку, почти по 100 часов за стрим, то, думаю, вполне успеем. У нас еще целый месяц есть. Поэтому Ведьмак сейчас у нас, наверное, будет все-таки в приоритете. Учитывая, что мы типа будем торопиться до сентября это выполнить, потому что если это реально 400 часов за один стрим мне потом откинут, то не хотелось бы там эти 400 лишних часов потом еще дополнительно потом набирать. Умер без борьбы. Его зарубили. Клинок вошел сзади между позвонками, перерезал нервные волокна. Она не могла двигаться. Истекла кровью. Клинок вошел сзади между позвонками, перерезал нервные волокна. Она не могла двигаться. Истекла кровью. Огонь еще горит. Это случилось недавно. Раны от меча. А тут богато. Особенно для Велена. Голова лешего отрезана острым ножом. Новые дела. Кажется, кто-то меня опередил. Это что, еще один Ведьмак? Коллега? Опять гули идут. Опять вы. Надо быстро их убивать, пока они эти свои щиты не отрастили. Ну, один уже отрастил. Резаные раны, неглубокие, но все по артерии. Клинок повредил внутренние органы. Резаные раны, неглубокие, но все по артерии. Еще один. Засов расколот пополам. Кровь. Смешана с чем-то еще. Этот запах.
Алкоголь, склеродерма, волкобой. Какой-то эликсир. Это не крестьянская кровь. Вилы. В ближнем бою опасное оружие. Рука отрублена выше локтя. Одним ударом. Пышные усы, пухлые щеки. Кто-то важный. Погиб от колотой раны. Клинок прошел между ребрами. Прямо в сердце. У него что-то в руке. Цепочка серебряная. Он сорвал ее с кого-то. Чтоб тебя... Стой! Кукла и следы детских ног. Ага, вот она. Спокойно, я тебе ничего не сделаю. Успокойся, маленькая, я хочу поговорить. Оставь меня! Убийца! Убийца! Ты что-то напутала, У тебя тоже кошачьи глаза, как у него. Тоже? Как у того. У того, кто всех поубивал. У него было 2 меча, как у меня, за спиной? Ничего не скажу. Уходи. Ладно, шутки кончились. Говори, что тут случилось. Сейчас скажу. Ну, в лесу завелась лихо. Дядюшка Себемир сказал, что надо позвать ведьмака. И пришел один такой, совсем как ты. Только смотрел он как-то злобно. Принес башку лихо. Только дядюшке Себемиру что-то, видно, не понравилось. Очень они друг на друга кричали. Ну а потом пошли в хлев и там... Чш. Об остальном я догадываюсь. Меня он отпустил. Не знаю почему. А потом пошел вон туда, в сторону круга, куда мы приносим дары богам. Я спряталась в хлеву и нашла вот это в сене. Школа кота. Спасибо, ты мне очень помогла. Что теперь с тобой будет? У тебя здесь есть родня? Тетя в роднике. Я отведу тебя к ней. Но сперва надо заняться этим нехорошим господином. Это твоя кукла, да? Держи ее и никуда не уходи. Поняла? Сиди тихо. Если он правда пошел в сторону круга, стоит начать оттуда. Это, похоже, тот каменный круг. Но посмотрим. Следы ног, едва различимые. Должно быть он. Отпечаток ладони, кровь. Зажимал рану, поскользнулся, потом оперся, чтобы сохранить равновесие. Нехороший господин. Мерзавец. Эдакий. Мало мы, конечно, на протяжении всей игры Ведьмаков встречаем. Наших коллег. Это одна из таких редких встреч. Довольно неприятных. К сожалению или к счастью. Волки 5-го уровня. Он недалеко.
Привет, Мордор. Ты что, у нас новенький? Не помню такого ника раньше. Так, секундочку. Да, я только зашел на стрим. Добро пожаловать. А на других стримах ты у нас еще не бывал? Прям совсем новенький тогда? Или может записи прошлые смотрел? Еще один ведьмак. Опа, Ну, мир тесен. вот и он. Ты кое-что потерял. Надо же, ты дал себе труд проделать такой путь, чтобы вернуть мне медальон. Благодарю. Цеховая солидарность Ну, все ты- еще жива. Ты тут Ага. не надейся. А цеховая репутация чувствует себя уже хуже. Люди нам этой резни не забудут. Да ладно. Несчастный случай на производстве. С каждым может случиться. На производстве. Ну, что тебе еще надо? Сперва я хочу поговорить, а потом поглядим. Тогда садись. Я постою. Говори. Что случилось в Доброве? Как будто ты сам не знаешь, что случилось. Угадай, сколько они мне хотели дать за того лешего. Ну, угадай. — 50 крон? Ха-ха, вряд ли. 12. Понимаешь, брат, 12 грёбаных крон. Да мне компоненты для эликсира дороже встали. А какой был уговор? В несколько раз больше, конечно. Но как пришло время платить, ты же знаешь, как оно. Ваша милость, детки голодные, война, ради бога смилуйтесь. Звучит знакомо, но это не повод убивать. Я еще не закончил. Но я им сказал, что не смилуюсь. Ну, мол, если не увижу своего золота, то леший им добрым дедушкой покажется. Рожи у них вытянулись. Староста в конце концов уступил. Не беспокойтесь, ваша милость, ведьмак. Мы с кумовьями припрятали золото в хлеву, чтобы баронские войска не покрали. Пойдемте, сейчас все заплатим. Ну и все. Я повелся, как ребенок. Один меня заболтал, а другой вогнал вилы в спину. Вилы в спину. Что-то у Геральта когда-то тоже похожая ситуация была с вилами. Только там все было более печально. Каким же чудом ты выжил? Раны от вил скверная штука, уж я-то знаю. Мгм. Уклонился. В последний момент. Зубья вошли под углом неглубоко. Легкие целы. Честно скажу, я тогда вышел из себя. Я уже привык, что скверно платят, что обманывают, что сперва умоляют о помощи, а потом плюются при встрече. Но убивать, чтобы сэкономить пару крон, и я должен этих сукиных детей защищать? Я вытащил свой стальной меч и убрал только тогда, когда земля намокла от крови. Нет, вот только сейчас попался твой стрим в рекомендациях. Это приятно. Сам как проходил, я так понимаю, уже игру? Если да, то сколько раз, на какую концовку? Проходил ли другие части? Советую не убивать этого ведьмака и получишь хороший меч. Я что-то даже, может быть, к этому и двигаюсь, к такому выбору. А то я очень сильно его понимаю. И если бы Геральту такая ситуация попалась, что-то, может быть, очень сильно похожее было. Вряд ли бы, конечно, прям всю деревню вырезали, и женщин там, и всех жителей.
Ладно бы там несколько мужиков, но он прям всю деревню перерезал, но это прям уж слишком. Но отчасти я его понимаю. А почему ты пощадил ту девочку? Потому что... Неважно. Было бы неважно, я бы не спрашивал. Говори. Она напомнила мне сестру. Такой я ее запомнил, когда меня забирали в школу кота. Что с ней? Умерла каких-нибудь 10 лет назад. От старости. Ну вот мы и поговорили, как ведьмак с ведьмаком. Что дальше? Его можно понять, учитывая, что Геральт тоже пытался... Геральта тоже пытались убить, или ту же резню Блавикини. Ну да. Вот он, Геральт, как раз тоже про виллы вспомнил. Отсылка, скажем так. Поэтому вот я, наверное, выберу его не убивать действительно. Да, конечно, и он прям всех вообще вырезал, даже женщин, ну... Это все-таки действительно чуть-чуть слишком. Ну ладно уж. Это не из-за меча, если что. Это не из-за меча. Нет, 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 не из-за меча. Нет, нет, нет. Что ж, не мне тебя судить. Только и всего? Ты что, даже не будешь мне читать мораль, учить жизни? Люди называют меня мясником из Блавикина. Есть за что. Я знаю, как оно бывает иногда. Просто летят головы. Угу. Вот у Геральта очень знакомая ситуация. Погоди. Я не такой говнюк, как те крестьяне. Ты заслужил награду, на, возьми вот это. Здесь координаты моего тайника. Бери, что захочешь, бери, бери. Тем более, ведьмаков не Нет, то это чтобы я много благодарю. осталось. Удачи на пути, волк. Хоть какие-то коллеги, которые тоже отчасти людям помогают, убивают чудищ. А так мы еще сами своих же убиваем. Еще меньше нас становиться будет. Вот мы там лето пощадили, вот тут этого пощадили. Уже на парочку ведьмаков больше в мире осталось. Пора Геральт аж возвращаться к малышке, пока ее кто-нибудь не учуял. Геральт аж решил присесть на дорожку. Так, давайте сначала поможем девочке, а потом тайник. Игру я проходил несколько раз, и на 3 с нескольких концовок. Понятно. Знакомая ситуация тогда. Я тоже уже где-то 5-й или 6-й раз перепрохожу. Только в этот раз уже для канала, и в этот раз с модами уже. Чтоб хоть что-то новенькое было, не уже 100-й раз все одно и то же видеть. Зачем было деревню вырезать? Стоило устранить только нападающих. Ну вот как он сказал, он в ярость впал уже, все, голову потерял и пошел-поехал всех на мясо. Тем более, может, там тоже вся деревня на него прям нападала. Может быть, даже женщины, не знаю. Не знаю, как там все это было. Когда ведьмак начинает убивать, то останавливается только когда всех перебьет. Ну вот. Пылу ярости. Ты вернулся. А я уже думала, что не вернешься. Что он тебя тоже обидел. Не обидел. Тебе не нужно его бояться. Так ты отведешь меня к тете? Тут страшно. Конечно. Пойдем. А может, ты возьмешь меня на плечи? Ну, это уже наглость. Тогда пообещай не дергать за волосы. Обещаю. Ну, поехали. Я думал, он не согласится. Тетя Людка! Тетя Людка. Милка, а ты что тут делаешь, негодница? Я? Ты ведь у нас в деревне там никого. Я все объясню.
Иди в сторонку, поиграй немного, хорошо? В Доброве была резня. Никто не выжил, кроме этой малышки. Боги, что там случилось? Бандиты напали? Это было лихо. Их убило чудовище, леший. На него уже был заказ, но я опоздал. Да что ты? А ведь такая хорошая деревня была. Люди добрые в ней жили. Добрые, порядочные. Жалко их. Ох, как жалко. Ты о ней позаботишься? По правде, лучше бы она с вами осталась. Ну из чего? Забавно. Раньше люди умоляли, чтобы мы не забирали у них детей. Раньше такой нищеты и не было. У меня 4 внучат. Было 6. Прошлой зимой мы 2 похоронили. На супе из коры тяжело прожить. Намек понят. Возьми деньги. Это на еду, только на еду. Если я сюда загляну и вижу, что вы тут водку пьете, Так много? Пусть вас боги хранят, сударь ведьмак. Пусть они вас не оставят. На еду. ну, мне пора. Уже? Почему? Такая судьба у ведьмака. Всегда в дороге, всегда на пути. Ты будешь меня навещать? Может быть. Не скучай. Милка, пойдем купим немного муки. Тетушка тебе оладушков напекет. Ну, согласна? А ее действительно можно будет навестить? Спустя какое-то время тут, может, диалог какой-то даже будет. Я знаю, тут ведьмаки есть такие продуманные моменты, но именно в этом случае не знаю. Не помню. Так, теперь тайник. Учитывая факт того, что девочка сама не знает, почему осталась жива, а он ее оставил жить только из-за факта, что она на кого-то похожа, возможно, он даже и детей. Возможно, просто разработчики решили не делать таких прям подробностей. Вряд ли там в деревне только одна девочка из детей, поэтому кто ж его знает. Забавно, я тоже выбрал лихо. Вот мы думаем одинаково. Получается. В моментах. Через пару дней можно вернуться в деревню рудника и проведать Милку, да? Отлично, тогда главное не забыть. Или можно просто промедитировать сразу несколько дней, чтобы точно не забыть. Ну чё, так и будем тут торчать, как хер на Ивана Купалу? Хочешь, так залазь. Проверишь, нету ли ловушек. Пусть Борька лезет. Он и так уже на одну ногу хромой, так что много не потеряет. Так. Я хоть раз с ведьмаком дрался? Это мой тайник. Ливон. Ах ты, ведьмин ёбай! Колдуй! 500 крон. Ого, письмо и тот самый меч. Письмо к Гаэтану. Гаэтан — это еще один ведьмак. Убили Акселя и Седрика, что-то знакомые имена. Шрёдингера. Интересно.
Туманник, гуль, кладбищенская папа. Интересно, почему он не отдал трофеи? Наверное, тогда его тоже пытались обмануть. То есть это, может, не первая его деревня, которую он вырезал? М-м-м. Тейгр. Ого, получше, чем мой даже. По урону. Шанс крит удара, кровотечение, мощь арда. Ух ты, ух ты, ух ты. Так, давайте промедитируем пару дней. А то я потом, думаю, забуду про эту девочку. Лучше сразу. Ну, конечно, мне кто-то будет мешать. Слышь отсюда. Здравствуйте. Здравствуйте, Азель. Если убить ведьмака, то с него особо лута не получишь. А вот если не убивать, то получишь тайник с коронами и уникальный меч. Это мы уже вот увидели, нашли. Действительно, меч неплохой. 500 крон тоже довольно хорошая награда. А если он нам координаты дал в виде текста, разве при убийстве и осмотре трупа мы бы не нашли их? Чисто по логике. Ну, видать, такого не продумали. Ну и жара. У тебя теперь тоже? Игорь тогда говорил, что у него 35 градусов было. Теперь и у тебя. У меня по-прежнему вроде более-менее свежо. Пока что. Не знаю, это... О, а вот и она. Не знаю, это от меня к вам идет погода сейчас или от вас ко мне. Не знаю, в какую сторону там идет эта жара. Это я, Милка. Помнишь меня? Ну, конечно, помню. Я хотела тебе кое-что дать. А то мама всегда говорила, что если кто-то сделает что-то хорошее, надо его поблагодарить. Побольше бы людей усвоил эту науку. Так я пойду? А то тетя говорит не отходить далеко от дома. Мудрые слова. Береги себя. И спасибо за подарок. Прикольный дополнительный момент. Такс, идем дальше. Лихо лесное. При убийстве ведьмака координаты тайника у него не будет в карманах. Вот так вот. У меня и сейчас 35. У Зали 30. У Игоря еще пожестче, значит. Еще и солнце в окошко прям лепит. Паль, то есть. Да, не везет, значит, со стороны солнца жить. Или просто так совпало тебе, что именно сейчас солнце именно тебе палит. Или ты действительно со солнечной стороны живешь.
Плевать меня тянет. Рисунок от можно сегодняшней повесить. жратвы. Корве Бьянка потом. А, это еще не скор. Но интересный факт, да, что его можно повесить. Он как квестовый предмет? Нет, он как мусор считается. Тогда надо будет его в сундук положить. Странно, что с ним в будущем можно будет взаимодействовать, но он как мусор считается в этой категории. И хер бы с ним совсем. Тогда, наверное, еще какие-то такие предметы были, какие можно где-то когда-то там в будущем использовать, но они почему-то в категории мусора валялись. Я их уже продал, наверное, если такие были. Прошу, прошу. Так, нет, мне не ты надо. А вот ты. А идите. Здравствуйте, мастер-ведьмак. Здравствуйте. Я видел объявление. Допустим, я заинтересовался. Вот и прекрасно. Чудно. Я Бриан Хоч, и это я повесил объявление. Мне нужно как можно больше подробностей. Разумеется, разумеется. Что же, в результате не самых счастливых для меня событий я вступил во владение полосой леса под вырубку. Это здесь, прямо под Новиградом, вдали от больших дорог, зато близко к порту. Оставалось только нанять дровосеков и сосчитать деньги. Меня интересует чудовище, а не твои дела. Ну так ведь все же связано. Я нанял нескольких краснолюдов, а те стали говорить, мол, в лесу призрак. Я решил, что они работать не хотят. Но как-то они ушли в лес, и вернулся только один. Говорит, какое-то лесное лихо на них напало. Поговорим о плате. Ты предлагаешь слишком мало. Торгуемся. Но всегда самый жаркий период на моем окне. Понятно, просто не везет действительно с этими солнечными лучами прям в окно. А жалюзей у тебя нет случайно? А ты себе цену знаешь. Ну, конечно, Но знаю. вижу, ты старался не завышать. Так что, может, мы еще и договоримся. Конечно, я себе цену знаю. Ладно. Настолько я еще согласен. Я возьмусь за работу. И где тот выживший? Должно быть, шатается тут где-то. Последний раз, когда я его видел, он пропивал заработанное. Сказал, хочет почтить смерть товарищей. Есть, это делает ситуацию чуть лучше, но не идеально. Мгм. Идеально это, наверное, кондер был бы. А вот жалюзи, вентиляторы, это все равно не идеал. Не идеал. Конечно, лучше становится, но не идеал. Здравствуй, путник. Здравствуй. Ёбнешь рюмочку за упокой моих умерших приятелей? Нет, спасибо. Так их, сука, раскатала. А я ведь не знаю, что это было. Не знаю, кого проклинать. Я говорил с неким Брианом Ходчем, он рассказал о смерти твоих товарищей. Сколько же мы толдычили этому херу, что в лесу что-то завелось. А он не верил. Ну, хоть что-то. Ну да. Без этого всего это было бы вообще кошмар, наверное. Без жалюзей, без вентилятора. Солнце прям бьет в окно и прям на тебя, то это все. Кошмар, капец. А так хоть что-то, хоть как-то. Он нанял меня выследить лесное чудище, которое напало на дровосеков. Да? В таком случае беру свои слова обратно. Хороший он мужик, хоть и коротышка. Что ты помнишь о нападении? Возвращаемся мы из лесу. Каждый нагружен дровами, как старый мерин. А тут что-то, сука, как завоет. Вроде как матерый волчара. Мы руки в ноги, а у телеги колесо заклинило. Магнус Рихтер говорит, чтоб я бежал в хату за арбалетами. Ну так я и бегу. Возвращаюсь я, значит, в лес. А там, сука, истинная мясорубка. Я даже не понял, кто где лежит. Спасибо, ты мне очень помог.
Завали эту нечисть. Завалю. Кстати, по поводу Новиграда. Открой карту, и между двух больших островов справа есть небольшой островок. Там тайник с лутом. Сам об этом тайнике недавно узнал. Между двух больших островов справа. Справа от Новиграда? Вот эти, что ли? Мордор, похоже, проходил игру раз 10. Ну, он там говорил вроде, сколько он проходил. Что там за тайник? Супер-пуперский такой. Я, по-моему, даже его и не видел никогда. Хотя сейчас добегу, может, вспомню. А может, нет. Опять какая-то хрень летает большая. Где-то под водой или на самом острове? Между двух больших островов есть небольшой островок. Вот этот небольшой. О, вот это что ли? Ну, это такое себе сокровище. Может, на том? Привет, Владимир Хип. Я чисто поздороваться зашел. Жалко, но привет тебе, привет. Так, надеюсь, вам не слышно. Там опять всякие ремонты на улице начали делаться. То собаки, то ремонты. Я начал новую музыку писать, вдохновляясь Дельтаруном. Кто бы мог подумать? Действительно. Кто бы мог подумать? Рядом который остров, там сокровище. Либо вот эти маленькие островки, либо и на вот этом я что-то, может, не заметил. Я сейчас подробнее этот посмотрю. А, во. Походу вот это, просто не заметил. Нет, дневник. Фигня. Фигня. Глиф кроны. Шкуры. И всякие штучки. Вот это тайник. Ну это да, это можно назвать тайником. Несколько сундуков. Всякое такое. Лут тут рандомный. Ну, у меня вот сейчас с моим рандомом ничего прям супер полезного не было, к сожалению. Но хоть что-то. Это хата лесорубов Ходча. Теперь надо найти, где они погибли. Ремонтов не слышно. Замечательно. Колеи глубокие. Должно быть, тут телега лесорубов остановилась. Потом они поехали здесь, наверное, к своей вырубке.
Да-да, так что будет яркая мелодия и позитивные вайбы. Точнее, не будет, а уже есть. Уже есть? То есть ты уже на финишной прямой какой-то или прям уже все готово? Или еще чуть-чуть? Интересно. Опять накеры. Всякие. А вот и телега. А ё-моё! Ну шел вон! Прицепился, мелочь. Пузатая. Здесь был бой. Двое краснолюдов и что-то большое. Но я только основу сделал, но еще и... Но еще не структурировал. Понятно, но работа уже делается. Процесс пошел. Один краснолюд пошел сюда. Судя по тому, как Геральт медитирует, ты играешь сборкой модов. Так я говорил тебе еще, когда ты только зашел на стрим практически, что я играю уже где-то 5 или 6 раз, просто в этот раз для канала и с модами, чтобы уже в очередной раз все то же самое не видеть. В этот раз хотя бы что-то новое для себя тут с модами увижу. Да, у меня там около 20 или 30 модов на всякие геймплейные, графонистые моменты, всякий вырезанный контент, Раненый бежал туда, потерял Гвинт много крови. переделанный и всякое прочее. Медитация в том числе, вот как ты заметил. Когтями процарапал скалу. Похоже, он был очень зол и очень силен. У краснолюда была глубокая рана на спине, он умер от потери крови. Корни придавили краснолюда к земле так, что он задохнулся. Опять Всё леший. указывает на лешего. Молодая Леший. особь. Должно быть, он в этом лесу недавно. Надо найти его тотем. Вороны служат лешим. Тотем должен быть где-то рядом. Кернун. Леший Кернун. Вот он. Двемеритовая бомба, масло против реликтов и игни. Это не птица лешего. След неверный. Ты, кстати, плохо на меня влияешь. Я? Что? Почему? Или может наоборот хорошо? Что-то мне захотелось запустить игрушку какую-нибудь. Ты не первый, кто мне такое говорит. Я считаю, что это хорошо, а не плохо. Что вайбы со стрима и атмосфера действительно влияют. А вот и тотем лешего. Как только я его уничтожу, он занервничает и выйдет из норы. Раз появляется реально желание самому что-то поиграть. Сейчас будет босс. И у врагов переделаны. Теперь можно умереть даже от обычного гуля. Ага. Особенно если на максимальной сложности играть. Там были у меня уже сегодня гули. Один удар и пол хп снесли. Это было весело. А вот и леший. Леший. Иди сюда. Ау. Нехорошо. Так, стоп. Подготовиться. Масло против реликтов. Раз. Гром. Два.
Сопротивление урону повышается. Мощь знаков, если небо закрыто облаками. А сейчас оно закрыто облаками. Фиг его знает. Полная защита от потери равновесия. Шанс критического удара. Вот это берем. Мощь знаков. Это тоже можно. Поехали. Ай-яй-яй. Ой, волки. Ну еще один удар. Он сам решил умереть. Непонятно от чего. Эх, я хотел красивое добивание. Получить вознаграждение. Так, мне опять трофей скинули. Мощь знаков, сопротивление. Сила атаки против реликтов. Нет, вот это лучше. Так, не забыть потом этот рисунок в сундук положить. То я его могу продать случайно. Так, это что за торговец? Какой-то бродячий или уникальный? Проще включить функцию автоматическое автонанесение масел в настройках, игровой процесс. Не, для меня это теряется немного весь этот шарм игры. Приветствую, Гвинблейд. Может, поторгуем? Так, я с тобой уже торговал. Я бы... Я думал, ты новый какой-то. Вафаэль. Вафайль. А тут с этим тоже говорил? А, это как раз бродячий. Привет! С ним точно говорил. Пока... Бывай.
Второй заказ выполнен. Сейчас будет. Еще там один останется, и можно будет возвращаться на скеллиги, наверное. Здравствуйте, мастер-ведьмак. Я убил лешего, который напал на дровосеков. О, это прекрасно, чудно. Правда, придется найти новых лесорубов, но в работниках тут недостатка нет. А если сюда какой-нибудь новый леший придет? Всякое может случиться. Тогда придется поискать какого-нибудь ведьмака. Ну да. Разумеется, тебе полагается плата. Я ведь не из таких, что не платят за хорошую работу. Прощай. Прощай. Дала бы я тебе испытывать. Что посоветует матчему, Грифон или Волк? Пока что никакой. Пока что мы в процессе собирательства чертежей. Но, наверное, планируется школы кота. Доспех пока не котовский, скажем так. Остальные части вот котовские. Мечи были котовские. Котовские, новое слово. А насчет других школ я пока еще подумаю. Пока главное чертежи найти, а потом уже буду разбираться, что именно одеть по ситуации. Может, и правду говорят, что ведьмы потоп задумали устроить? Счастье отчизна. Черт! Заказ Оксенфуртский кровопийца. Я пришел поговорить насчет заказа. Заказа? Ах да, что-то я такое подписывал. Говорят, какая-то тварь нападает на одиноких прохожих и бросает тела в Оксенфуртские канавы. А почему вы сами этим не займетесь? Может, потому что нам нужно выиграть эту долбанную войну, и у нас нет времени лазать по стокам. Сначала поговорим о величине награды. Если ты себя покажешь как следует, тебе жаловаться не придется. Реданская армия — это не банда оборванцев. На ведьмака у нас денег хватит. Ну-ну. Сейчас смотрите, скажут, что ой, как много, давай поменьше. Ладно, Нет? столько я могу дать с чистым сердцем. С ума сойти. Я возьму этот заказ, но Надо мне было нужно больше, значит, деталей. просить. Расскажу все, что знаю. Я хотел бы осмотреть тела жертв. Да трупы как трупы. Когда я осмотрю раны, будет ясно, что это за тварь. Спроси нашего коновала. Может, он не сжег еще тела? Он, наверное, в хижине сидит на берегу. Мы там как бы морг устроили. Есть какие-нибудь свидетели? Кто-нибудь видел эту бестию? Какая-то женщина пережила нападение. Говорят, она с того времени не просыхает. Так что я бы ее поискал в корчме в Оксенфурте. С наградой же проблем не будет? Не будет. Хочу, наконец, это выбросить из головы. Может, по приколу первого ведьмака пройти? По приколу? Ты же его тоже не проходил, да? Ни разу. По приколу первое прохождение? Ну, не знаю. Если тебя не отпугнет, конечно, управление и боевка. Кстати, вижу сундук. Сейчас надо быстро скинуть этот рисунок, пока не забыл. Если не отпугнет, то почему бы нет? Первая часть вообще моя любимая, как я уже много раз говорил. Особенно по музыке, по вайбу. Приветствую. Покажи.
А чё у тебя Ведьмак так страшно выглядит? Где хвостик? Почему лицо такое страшное? В начале игры он как-то лучше, как-то получше выглядит. Хвостика нет, потому что прическа другая, а лицо такое, потому что мы вот недавно с Лешим сражались и кучу зелий выпили, и из-за этого у него интоксикация слишком высокая, и поэтому у него лицо так перекосило от интоксикации. Если сейчас помедитирую, то отпустит. Хотя не вижу смысла, потому что сейчас мы на другой заказ переключились, и скоро сейчас с другим боссом будем сражаться, и там еще эффекты зелий вроде как не закончились, и это мне еще пригодится, думаю. Будь здоров. Да, вот зелье еще активно, улучшение еще активное после этого заказа. Помедитируем. Да. Вот это номер. А, может, поставишь бутылочку жертве бестии? Началось. А ты расскажешь мне о нападении чудовища? Без бутылки здесь не справиться. Думаю, ты мне скажешь все, что я хочу, и без всякой бутылки. Да, скажу. Я тогда выходила из корчмы. А может, я и выпила лишнего. Но это мне точно не привиделось. И вот что-то в переулке окликнуло меня по имени. Было темно, и я не видела, что там. Но точно не человек. Откуда такая уверенность? Я просто знаю. Это нечто схватило меня за край юбки. Но я вырвалась и убежала. Только и всего? Немного ты видела. Ты тоже мне не веришь? Да иди ты! Да иду я. Лицо страшное от передоза эликсиров. Ну, я так и сказал. Белый мед помощь. Ну, белый мед тоже, по-моему, скидывает эффекты эликсиров. Вот эти бафы я имею в виду. Вроде бы. А они мне сейчас еще пригодятся. На еще одном боссе. Потертый браслет, под позолотой видно серебро. Для женской руки он слишком большой. Скорее всего, его потерял нападавший. Меня не пугают старые игры. Ну тогда могу пожелать удачи и приятной игры. Сюжет там довольно прикольный. Как раз для знакомства с Геральтом. Раз ты тоже когда-нибудь в будущем, может быть, к третьей части доберешься. Вот самое то начать там с первой, потом, может быть, со второй, потом уже с третьей. Чтобы не было никаких там вопросов, когда начинаешь третью часть, а что тут происходит, а кто это, а что тут, как тут, куда тут, зачем тут. Там с первой, со второй части хоть как-то разберешься со вселенной и с происходящими в мире. Ты медик? Я хотел осмотреть тела жертв. Ах да, я еще не велел их сжечь. Ты делал вскрытие? А зачем? Нищие попрошайки. Все смердели дешевым вином. Я могу взглянуть на останки? Не хочу, чтоб ты шастал тут. Мне вернуться с письменным приказом? Ну какой же ты доставучий. На тебе ключ от мертвецкой. Иди разглядывай, сколько влезет. Чумной доктор. Мне, наверное, наоборот, устаревшие игры кажутся чем-то изысканным. Эти красные с красным, желтые с желтым, белые с белым. Но там чисто, наверное, проблема будет больше даже не в графоне старом, а в управлении и в боевке. Именно она там многих отталкивает. Она там очень специфическая. Но если привыкнешь, то
Больше тебя ничто не должно там смущать. Он был пьян, и кто-то тянул его по мостовой. У него на шее следы клыков. Вампир сосал из него кровь. Укус вампира и сильный запах алкоголя, как и у первого. Повреждения на теле жертв и любовь к бижутерии подсказывают, что я имею дело с катаканом. Вампир любит кровь пьяниц. Этим-то я его и приманю. Сейчас Геральт будет напиваться. Чисто в целях задания. Ничего больше. Так. Вампиры. Гель. Лунная пыль, чертов гриб, масло против вампиров, Ирден Игни. Белый мед полностью снимает интоксикацию и работу эликсиров. Ну вот, эликсиры мне пока еще надо. А внешность меня не смущает. Но и хлящ. Где тут вход? Знаешь, что про вас говорят? Я тебя помню. Что принести? А что там с управлением и боевкой? Ну, можешь сам лицезреть, попробовать, протестировать. Так будет заметно проще своими глазами увидеть, чем рассказывать. Как говорится, один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Как ты относишься к факту, что немкам разрешили официально плавать в бассейне без... Что за внезапные вопросы, внезапные факты? Никак не отношусь, я Хочется вообще нажраться, впервые об как этом свинья. слышу. И желательно дешевым вином. Неприятности с девушкой? Неудачи в торговых делах? Ни то, ни другое. Работа у меня такая. Работа. Но на личность пожалуйте вперед. Это да, вот это запросы у Геральта. Хочется нажраться в целях работы. Работа такая. Давай, пусть кружка все время будет полной. И обязательно дешевым. Некачественным. О! Туруруру, пурум-пум-пум-пум. Девица из Виковара любит только за амбаром. У второй из Виковара не в чести ложится даром. Держись от меня подальше. Пошло добро. Сука, не слышит. Попробуй еще один куплет. Падла не слышит. Давай, Геральт, второй куплет. Запивай. Скоро перестань. А у третьей нету правил, лишь бы кто-нибудь да вставил. А у третьей нету правил, лишь бы кто-нибудь да вставил. Хамство и деградация. Упадок морали и нравственности. Ладно, ладно. Это он мне? Это работа у меня такая. Вы ничего не понимаете. Это в деловых целях. Так надо. Мы вообще таким не промышляли никогда. Я чую твою кровь. Так. Ну иди сюда, скотина. Скотина. Я Где? выпью твою кровь. Где эта скотина? Хватит пиздеть. О, Вот и... к делу. Вот и он. Так, погнали. Вампиры. Гром, Петри. Вперед. Ну что, паскуда?
Ты куда? Где этот чертов Катакан? Эй, зачем я столько зелий выпил? Чтобы ты Я его сбежал? слышу. Да я просто новости читаю. Вот интересно, я как-то был в парилках пражского аквапарка. Был шокирован тем, что в парилку и в джакузи там надо заходить голым. И там, собственно, так дальше у меня сообщение обрезалось. М. Там, собственно, мужчины и женщины такая вот фигня. Ну, я с таким не сталкивался. И новости такой не слышал. Эй, Нолс, опаздывает что-то эта медичка. Не боись, придет. Я ее знаю. Куда он пошел? Куда ли? Я его слышу. Он идет к домику над рекой. Я сначала стеснялся, а через часок уже было все равно. Но я такое не протестирую, это точно. Я в целом ни в парилке, ни в джакузи никогда не был. А что за работа такая? Я контекст упустил. Геральт говорил, работа у меня такая, что приходится вот специально для задания напиться дешевым вином, чтобы вампир учуял запах пьяной крови, скажем так. И вот приходится из-за этого еще ходить по улицам и песни напевать всякие. Что жители жалуются. Вот и все. Вот уж вкус у вампира. Да? У каждого свои вкусы, даже у вампиров есть свои причуды. Восстановление здоровья, дополнительный урон при крит ударе, крит шанс, дополнительное золото. У меня энергия и сопротивление кровотечению. Или крит шанс и крит урон. Давайте крит шанс и крит урон. Трофей Катакана, трофей Киммы. Да, вот так и оставляем. Пока что. Если жертва пьяная, то ее легче поймать и выпить досуха, потому как никакого сопротивления. Ну, в том числе. Добавок к тому, что говорилось в квесте, что Катакану этому нравится пьяная кровь. Вкусы у него такие, видите ли. Да здравствует, да здравствует. Плевать меня тянет. Ведьмак, наемник, убийца, чудовище. Порой приходится вот так вот напиваться. Да, а только в целях работы. Вне работы мы таким не занимаемся, ни в коем случае. Нет, нет, нет. Я уничтожил чудовище, которое убивало жителей. Здесь поселился Катакан. А ты правду говоришь? Что еще за Катакан такой? Высший вампир.
Очень интересный случай. Это по какому же поводу такой скотиной можно интересоваться? Он питал слабость к алкоголю, и у него было чрезвычайно раздутое самомнение. Ну, главное, что его кондрашка хватило. И тебе за это честь и слава, ведьмак. Прощай. Мне кажется, Геральт специально его вот всякими сложными понятиями ведьмачьими про чудищ набубнил, чтобы он ничего не понял, и такой: на тебе твои деньги и иди уже. А то он что-то начал подозревать, а ты правду говоришь или неправду. А вот где доказательства, я тебе не заплачу, может быть, даже. И Геральт такой решил запудрить ему мозги. Так, что дальше, куда дальше? Заказы 33, 35 это все потом. Остальные на Скеллиге. Тоже 27, 28 это все уже потом мы оставим. Все, тогда возвращаемся на Скеллиги. Другими более важными делами уже заниматься. Это заказ. Это Тусент. Так, на Скеллиге с чего начнем? Сразу пойдем на сюжет или еще кто-то где-то? Так, я не помню, к этому травнику вообще подходил или нет. Там еще хотел насчет еще другой травницы проверить деревню. Что-то там скажут про нее или нет? Уже пару дней вроде как прошло. Или тут не будет, так как с той Милкой из рудника, где ее можно было навестить, и еще дополнительный диалог был. Или тут такого не будет похожего. Так, опять ФПС и что-то. Хочешь купить? Да, с этим я говорил. Прощай. Пить только на работе звучит хорошо. Так, тут сразу 2 заказа. Тут чертежи. Тут я был везде. Тут сюжет. Еще заказ. Сокровище, сокровище, сокровище. Везде куча заданий насчет чертежей. По крайней мере, на большом острове вот этом. Только разве что уже на другие острова ехать. Хотя почему бы и нет. О, давайте вот регату сделаем, например. Я в бассейн в детстве ходил, и там еще была отдельно и баня, и джакузи. Прикольно было. Я тоже в детстве в аквапарк ходил разве что, но там ни джакузи, ни бани, ничего такого не было. Просто аквапарк, просто бассейны всякие такие. С горками. У вас здесь лодочные гонки? Какие гонки? Это рейд погибших кораблей. Неважно. Поучаствовать-то можно? Можно. Только знай, что мы тут гоняемся по-скеллигски. Значит, без всяких там. Только после вас помоги слабому. Иногда случается, что до финиша доходит только одна лодка. Ага. А бывало и ни одной. Ну как? Готов состязаться не на жизнь, а на смерть? Инструменты мастера находил для Иоанны Кузнеца во Вроницах? Еще пока нет. Мы только на прошлом стриме начали Скеллиги исследовать. И только главный остров большой более-менее по квестам
прошерстили, а остальные острова пока почти не трогали. Кстати, откуда взялось такое название у рейда? Вот сегодня как раз займемся Много этим. лодок побилось о скалы. Ну, это тоже, но суть в другом. В прежние времена, если у берега шел ко дну корабль, то тот, кто первый до него доплывал, получал право на груз. А команду, если кто выжил, мог продать в рабство. Отличная традиция. Так и я о том же. Но потом ярлы сказали, что все, что в море, чего нельзя съесть, принадлежит им. Вот и пришел конец нашей добычи. Но хоть посостязаться можно, как в старые времена. Я рискну. Готовьте лодки. Хорошо. Следи за буями, они укажут тебе путь. И за Йовиком Благожелательным, это твой противник. Ты на прозвище не смотри, он редкая сволочь. Как только сможет, прижмет тебя к скалам. Но если ты выиграешь, слава и награды твои. Ну, давай в лодку. Попутного ветра. У меня вчера прямо очень сильный ветер был, чуть ли не ураган. Забавно, что в игре сказали попутного ветра. Я как раз читаю комментарий про ветер у Азеля. Первому ведьмаку лет столько же, сколько и мне. Но она меня на месяц старше. Какое совпадение. Но это судьба. Судьба, чтобы ты к ней присмотрелся уже наконец. Может зацепит. Может зацепит реально. Как и меня в свое время. Эй! Опять меня протаранил и сбил скорость. Ну, опять, сейчас уже фиг его догонишь, походу. До этого тарана. Давайте заново. А то я знаю эти их тараны. В самом начале. Так вы мелкие, оказывается. Ведьмак 1 в 2007 году был выпущен. Понял, Азель? Вы мелкие. Мелочь пузатая. У вас здесь лодки? Ну-ка. Мелких у меня на канале еще поболее было. Еще более мелких я имею в виду. Вот там, да, Кстати, реально мелкие. Там даже вообще не с ними. Сразу было видно, что они очень мелкие. Я рискну. Хорошо. Ну, да. 18 лет это еще Чтоб тебя. более чем нормально. По крайней мере для общения. Кто выйдет в рейд погибших кораблей? Дубль 2. Боится скал, сирены, шторма. 18 лет это тебе не 26. Попутного ветра. Да, кто-то уже в 26 называет стариками, дедами. Только попробуй меня опять подрезать, Эй, ведьмак, мерзавец. ты кельватор не забыл? Еще и шутки шутит. Еще главное, чтобы сирены не мешали. Был бы, хотя с другой стороны, куда интереснее, если бы надо было еще во время гонки арбалетом там отбиваться, например, от сирен, от утопцев. А тут пока такого не было. И не будет, скорее всего. Смотри, бомбом по башке не получи. Ой, молчал бы комментатор.
Пока хорошо идем. Вроде победа должна быть. Все, победа. Поцелуй меня, Медуза. Вот это ты прошел. Будто всю жизнь на море провел. Будто на дракаре родился. Из скромности возражать не стану. До встречи. Эй, а награда? Возьми. Пусть она напоминает тебе о победе. Я еще и губу укусил, придется теперь вампиром быть. Ну, главное, чтобы пьяную кровь тебе тоже не захотелось, как вот некоторым вампирам в игре. Так, регату прошли. Понятно, я уже по вашим меркам старый дед. Старый дед. Давайте тут доску объявлений проверим. Меня один раз, когда мне лет 13-14 было, дети дядей назвали. Тоже такое было, да. Приветствую. Что хочешь купить? Покажи мне свои товары. У меня мерок особо и нет. Вот преимущество быть старым дедом. Деньги на дорогой комп есть, минусы, желания играть нет. Ну вот. А так всегда, да. Либо желания много есть поиграть, а компов всяких таких крутых нет, либо наоборот. Ты уже не первый, по-моему, кто у меня на канале такое говорит. Бывай. Со мной дети здороваются, бывает, а мне непривычно все еще. Тоже дядей называют? Еще заказы. Плохо выглядите. И скачки. Идите-ка в корчму, хоть меду выпейте. Чего вы от меня хотите? День добрый. Отличная таверна. Какая-то таверна. Это дом воинов. И что делают в доме воинов? Дерутся? Бывает, и морду кому начистят. Это да. Но обычно приходят выпить, поесть, погреться у огня, поговорить, послушать скальдов. То есть таверна. Чем не таверна? Вот и я так говорю. Эх, вам с большой земли не понять. Ты выпей нашего меда, может, поумнеешь. Да, просто другое название. Вам не понять, это другое. Вы просто не понимаете. Пьяной крови не будет, я не пью. Правильно? Покажи, что у тебя есть на продажу. Значит, вампиры тебя точно не это самое.
Бывай. Белого кита увидал. Заказ бестии. 16 уровень. Не, ну это надо делать тогда. 16 уровень это уже слишком слабо. Ну, дяди особо и не называют. Я выгляжу младше своего возраста, вроде как. У меня здесь все. От обручей для бочек до мечей. Но надо полагать, тебя интересуют только мечи. Ну, показывай, что у тебя там. Блин, так хочется в Гвинт опять сыграть. Но карты теперь получать не будем, и смысла больше в этом нет. А просто поиграть, чтобы поиграть, тоже такое себе. Остается только играть по заданиям. Раз в 100 лет. Эх. Я хочу, чтобы ты кое-что для меня сделал. Если кроме желаний у тебя есть еще и золото, мы договоримся. Так, ты слабый, кузнец. Ничего интересного сделать не сможешь. Прощай. Попутного ветра. Да, вампиров не видел. 400 лет живу, а ни одного еще не встречал. Может, радуга будет? Плохие нынче времена. В такие дни добрая броня прежде всего. Хочу взглянуть на твои товары. Блин, 4 монеты. Чего у него купить? Сделаешь мне латы? Ничего не сказал. Это тоже слабо, я смотрю. Ладно. Прощай. Дело известное. Трофей. Положить. А вот это с чудищем справился. Вы ведьмак, я правильно понимаю? Здравствуйте. Я увидел объявление. А мне говорили, зачем вешаешь? Уже никто на чудовищ не ходит. Вышел, по-моему. Ха-ха. Я слышал, что производители алкоголя потери несут серьезно из-за того, что молодое поколение не пьет алкоголь. Дожили. Сейчас производители активно думают над тем, как развернуть. И опять мне сообщение обрезалось. Развернуть рекламные кампании, чтобы снова вести выпивку в моду. Интересно, что они придумают. Сейчас, я знаю, популярны стали вот эти всякие вейбы, или как они там называются, лайбы, вейпы. Кальяны еще, наверное. Когда-то такого не было. Более популярны, чем обычные сигареты. А насчет алкоголя не знаю. Наверное, всякие энергетики уже более популярные, чем алкоголь. По крайней мере, молодежи точно. Ну и хорошо. Вайбы. И вайбы тоже.
Главное, без алкоголя жизнь станет куда лучше. Ну, у тех, кто не начинал, у тех по-прежнему все-таки и останется. А тех, кто пил, я думаю, они и будут дальше пить. И найдут способы всегда и везде. Какие бы там цены не были, какие бы там еще ловкие и проблемы с производством не были. Это уже болезни. Гвинт топ. И моя любимая колода Нильфгард с лидером, который может брать карту из отбоя соперника. У меня тоже пока что Нильфгард любимая колода, но... Как я сказал, теперь играть смысла особо нет. Когда теперь вот за игры с торговцами карты уже перестали давать, я походу все выиграл. Теперь только продаются карты новые и по заданиям. Гвинт остался, к сожалению. Зато до этого много играли. Я как-то с Цезарем говорил на эту тему, он вот настолько знал вампиров. У меня что, в чате одни вампиры собрались? Но не пить и не курить — мое сознательное решение, которое не перебьется никакими рекламами. Одобряем. Это мы одобряем. Что за чудище-то? Разное говорят. Бабы, когда вечером сети чистят, говорят, что Кощей это или Мантикора. Да, я так думаю, вздор все это. Мы бы спросили у жриц Фрейи. Только до святилищ не доберешься. И никто это чудовище не видел? Хотя бы издалека. Видели, конечно. И сблизи, и совсем близехонько. Только живыми не уходили. Я сразу говорил, что с чудовищами обычный человек не управится. Но зверь уперся, дружину собрал, и 4 их вернулось. Остальных тварей-то порвала к востоку от деревни. Ну так как? Поможете нам? Ну, старое поколение, которое привыкло пить, их уже вряд ли переделаешь. Некоторые до сих пор думают, что алкоголь лечит. Вот да, я и говорю об этом. У кого там болезни уже с этим связаны, у кого просто привычки, у кого вот просто какие-то убеждения свои есть, что вот лечит, например. И курящие, и пьющие, вот в этом смысле как раз. Еще тема была, что алкоголь согревает. Ну да, это вот что-то типа того, что лечит, согревает. Многие говорят, что вот чуть-чуть полезно для здоровья, чуть-чуть. Вот пару грамм для здоровья, чисто для здоровья. Знакомые слова? У вас кто-то тоже так говорил? У меня в инвентаре, где предметы для заданий, есть путеводитель по Гвинту. Так он у всех есть. Он дается за самый первый бой в Гвинте в Белом саду, если ты там побеждаешь этого ученого. Там показано, где еще карты остались. Да, я смотрел, и у меня там показывает как раз только магазины. В магазинах только остались продающиеся карты, а вот в дуэлях в торговцев уже не показывает. Значит, я все реально выиграл. Поговорим о награде. Вы торговаться хотите? Как вы их мерите-то, чудищ? Сколько пядей в холке или... Зависит от вида твари. За утопца меньше, за куралиска больше. Но мы-то не знаем, что у нас на тракте завелось. Вы эту тварь убейте, а мы поговорим. Ну, цену надо определить заранее. И добавку за непредвиденный риск. Ну и сколько? How much? Ничего себе, тут цены 520 сразу, изначально. При том, что этот заказ довольно слабого уровня. Это из-за того, что на скеллиге просто более поздний этап игры, из-за того тут цены такие прям неплохие сразу. В 2 раза почти что подъем.
А и пускай. Вам же шею подставлять. Я займусь этим чудищем. Да вас это не впервой, сразу видать. Не то что наши. Горячие головы, а никакого разумения. А где мне найти 4 уцелевших воинов? Хотите со Сверей поговорить? Может, и правильно. Вон они, там сидят. У хаты. То там даже 300 не хотели нам платить. Приходилось скидку делать на 200 с чем-то, а тут даже вот 600. И нормально. При том, что это деревня, а не какие-то богачи. Это его новая пленница. Она из Нильфгарда. Из Нильфгарда? И ты согласилась, чтобы он с ним ложе делил? Он бы ее пальцем не тронул. Иногда только в комнате с ней запирается и смотрит. Говорит, что как насмотрится, так успокаивается. Если б сюда пришел Нильфгард, лежал под землей. Рыба рыбой, а нет ничего лучше. Хороший бараний отбивной. Хотя он не греет, он просто затупляет ощущение. Мне в окружении так не говорили, но в целом слышал такое, да. А энергетики, да, сейчас много кто пьет. Из моих одноклассников много кто пил. Вот и я так думаю, что среди молодежи сейчас как раз не алкоголь более, а всякие там энергетики. Ну, даже если и алкоголь, то что-то такое легкое, наверное, всякие там тоники, пиво, что-то такое, наверное. Вряд ли там молодежь сразу водку какую-то пьет или что-то такое дорогое, всякие коньяки. Там и денег на такое нет вряд ли. И не особо хотят, скорее всего. Вот энергетики, пиво, это, наверное, да, популярное. Некоторые еще говорят, что алкоголь не вреден, так как сам организм его вырабатывает. Только умалчивают, что вырабатывается в сутки в среднем около 5. Что это, миллионов в пересчете на спирт? И опять мне сообщение все не показывается. В пересчете на спирт за сутки. И зависит от диеты. Ого. Вот так факты. Миллилитров? Он Я тебе думаю, скажет, миллионов. что чудища ловушек не расставляют. 5 миллионов Что чего? случилось? Ну, слыханное ли дело, чтоб чудовище дорогу телегой загородило и ждало, затаившись, рвать его мать? Они ж ни хера не смыслят. Смыслят, не смыслят. А этот 2 наших разорвал на клочки. А мы бежали, как крысы. А ведь им погребение полагается. $5 миллионов. Ага. Как по мне, энергетосы такие же, как алкоголь, вредные, даже сильнее. Ну да, кофеин, все дела. От этого даже умирали. Дети особенно, которым прям не рекомендуется и вредно много. А энергетики как раз некоторые прям много любят попивать. Как будто воду. Как будто воду обычную. Это все-таки кофеина дофигища. Как будто кофе напиться. Дофигища. Вы правда думали, что у вас получится? Что вы сами справитесь с этим чудовищем? Надо же было попробовать. Кто, как не мы? Даже покруче Думаете, кофе, на наверное. Ларвик ведьмаки каждую неделю заезжают? Смотря еще какие энергетики, конечно. Алкоголь не только вреден, но еще и опьяняет, а опьянение очень непредсказуемое состояние. Ну да, у многих людей оно, кстати, по-разному проявляется. Кто-то просто становится смешным, скажем так, много шутит, много болтает, кто-то становится каким-то неадекватным вообще и просто агрессивным. Сразу в драке, сразу просто чудит что-то. Кто-то вообще, может, не меняется вообще никак. И такое бывает. У всех людей прям по-разному. Может, расскажете, что произошло? А ты спрашивай. Вы запомнили, как выглядело это чудовище? Темно было. Каспар выдумывает, будто что-то там видел, но... А я видел. Здоровый был, а морда у него вся кровью заляпана.
Унги он почти что напополам когтями распорол. Где вы попали в засаду? Недалеко отсюда, на дороге к Лафотену. У леса тракт загородили телегой. Мы едва подойти успели, как что-то зашуршало по подлеску. И ух! Мне глаза кровью залило. Пока протер, смотрю, а Эйнар лежит мертвый. Интересно. Спасибо. Это за что же? За информацию. Кстати, еще что хотел сказать насчет Ведьмака, пока не забыл. Там уже полоска обновилась на тот момент, когда у нас был первый стрим по Ведьмаку после Ассасинов. И сколько там было? Около 90 часов, я говорил. И вроде как они все добавились в эту полоску. Значит, засчитало нормально. По идее, и те 160 с чем-то за следующие стримы тоже должно засчитать. Через пару дней узнаем. Говорят, страшно. Когда понял, что настало время, пошел в горы. Чтобы его призраки Морхёга. Преклони колени перед богиней и воздай ей Пусть твой почести. топор никогда не затупится. Тут еще скачки прям рядышком. Энергетики просто больше пьют. Пропорционально они полегче. И меры в них тяжелее знать. Потому что от них опьянения как раз никакого нет. И ты не можешь понять, хватит тебя уже или нет. И можно прям напиться тоже. Здесь нас нормально. И все. Людей напали. Может Надо сердце там не осмотреться. выдержать. Или еще что-то такое. От кучи кофеина. Что-то Зависит от организма. Разнесло его на куски. След Накера. Крупная особь. Накер? Босс Накер? Это какой-то особенный Похоже на Накер, видать. кровь, но... Это красная глина. Что-то действительно разнесло его на куски. Так, это было уже. Ловушка. Слишком искусная для обычного Накера. Разве что это был необычный. Необычный Накер. Мало что осталось. Звери утащили растерзанное тело в лес. Накер охотится в одиночку. Не часто такое увидишь. Похоже, накерами управляет какое-то разумное существо. Следы ведут в лес. Красная глина и следы исключительно большого накера. Наверняка воин. Он должен быть где-то здесь. Как он там называется? Хагубман. Северный ветер и масло против огров. Хагубман. Хорошее место для гнезда. Ой. Геральт, убери. Ну, сколько мне еще ждать? Давайте сюда, где нет грибов этих. Похоже, накеры выработали иммунитет к токсинам, и теперь яд защищает их гнездо. Умно. В аду все пьют энергетики, правда. Вот агрессия при опьянении самое страшное, да.
Это самое такое проблемное. Когда там люди становятся веселыми и шутят, например, после опьянения, это еще повезет, если такое. Если это весь эффект, который на людей, который у людей появляется. А вот если агрессия начинается и какая-то невменяемость, то это все беда бедой. И, к сожалению, это, наверное, один из самых частых случаев. В одном энергетосах кофеина как один стакан самого кофе, который с собой берешь обычно. Да, вот только кофе ты прям много вряд ли напьешься, потому что он не прям как вода какая-нибудь. Такой напиток, который ты Наконец-то. немножко Головное пьешь. гнездо. Особенно если какое-нибудь там особенное кофе, которое прям вообще в таких малюсеньких кружечках дается, прям на парочку глотков. А вот энергетосы это сразу банками целыми большими такими. И вот ты можешь легко много выпить. И вот это проблема тоже может быть. Кто прям слишком этим увлекается. А сейчас всего сколько часов уже есть? 3100 кажется, у с меня чем-то там. появилась компания. Осталось меньше 800 часов, короче. Если там еще добавятся эти 100 с чем-то, то останется меньше 700 уже. Около 600. Это мы узнаем через пару дней. И, как я говорил в начале стрима, надо до сентября постараться успеть. Так, я еще не могу... Нет, еще не могу новый навык поставить. Это была одна идейка. Все. А за тот стрим по Ведьмаку сколько прибавилось? За тот самый, где показывал нам 50 человек на стриме, 160 с чем-то вроде. Но, как я говорил Игорю уже, чтобы прям точно удостовериться, что все эти часы засчитались, это надо подождать, пока сама полоска там это обновится с целью. Пока эти часы я видел только в аналитике самого этого стрима. А полоска это обновляется раз там в неделю. Нет, точнее она обновляется спустя несколько дней от каждого стрима. Вот сейчас она обновилась на период, как я сказал, первого стрима Ведьмака, спустя перерыв после Ассасина. Там еще второй стрим по Ведьмаку, потом обновится, добавятся часы, потом третий стрим, потом Варюк, потом сегодняшний стрим, ну понятно, по порядку. Еще один меч. Фигня. Опять трофей скинули. Трофей Накера Воина. Пробитие доспеха, сила атаки, сила против огров. Нет, мой интереснее. Так, давайте-ка восстановим все зелья.
И возвращаемся за наградой. Опа, еще тут что-то появилось. Вот это скачки, понятно, а вот тут что? Сейчас проверим. А топором умеешь махать, а? Эй! Почему нельзя в сундук трофей положить? Что за фигня? Что за дела? Ну так что, поможете нам? Да я уже. Убил я ваше чудище. Фрей милосердный. Сдох ублюдок наконец-то. А, наверное, не могу положить, потому что надо вот по квесту Теперь рассказывайте. показать доказательства. Тяжко было. Подлечить вас не надо? Что логично. Нет, все в порядке. А и правда, человек вы привычный. Непростое ремесло это ваше ведьмачество. А вот и награда. Пожалуйте, это вам. Спасибо, будь здоров. И еще насчет часов. Важное уточнение. Ну, для меня важное, для вас оно не особо важное. То, что мне потом, ближе к тому моменту, когда уже мы доберемся до этого значения, до моей цели, надо будет заморочиться с этими, со всеми стримами, короче, которые у меня за все время на канале были. А именно с предупреждениями там особенными, которые как раз мне показывали, что если бы у меня была монетизация, то там были бы проблемы с этой монетизацией, учитывая, что у меня раньше монетизации, собственно, никакой не было, то это предупреждение для меня ничего вообще толком и не значило. Вообще ничего. Оно там никак не влияло на доступ к просмотру. Что вот если были кое-какие другие ограничения иногда, которые как раз мешали доступу, там писало сразу, что ограниченный доступ для просмотра в России, там в Беларуси и что-то типа такое, то это предупреждение никак не влияло, оно влияло только на монетизацию, что там с этого стрима не будет монетизации, в теории, если бы она была. Так как у меня монетизации не было, и мне было пофиг на все эти предупреждения. И этих предупреждений у меня за все время на моем канале уже столько насобиралось. И вот ближе к тому времени, когда цель будет близка к выполнению, надо будет заморочиться и все эти предупреждения поисправлять. А точнее, повырезать там, наверное, всякую музыку, вот эту вот, и прочие моменты. Поэтому, может быть, в ближайшем будущем на очень многих стримах и видосах, скорее всего, будет вырезана всякая вступительная там музыка, вот эта вот, которая у нас в начале и в конце стрима. И не только она, еще всякие моменты, наверное. Но там их капец как много, всех этих стримов. Я потом посмотрел, уточнил, сколько там всего у меня было. Это капец, сколько мне дел потом будет, сколько мороки. Но лучше этим будет заняться до подачи заявки, потому что я прочитал, уточнил. Когда подаешь заявку, там, когда осматривают эту заявку, как раз и смотрят на вот эти вот все мои предупреждения. Если у меня их много, допустим, то мне могут даже отказать. И никакой монетизации не дать. И пришлось бы тогда ждать следующей попытки для подачи. А следующая попытка открывается спустя там 60 или 90 дней, что ли. Поэтому надо будет до подачи с этим всем заморочиться, полностью разобраться со всеми этими предупреждениями, чтобы потом уже точно все было хорошо, чтобы никак не опростоволоситься. Я тут немножко душноты привнесу, но правильно говорить более 200, 600, 700, 800 и так далее. Склоняю численное правильно. Числительное. Когда мне такое говорят или что-то подобное, у меня всегда есть отмазка, то что я не носитель русского языка. Меня в школе ему не учили и всему такое. Как есть, так есть.
Я бы мог тоже к вам чуть-чуть задушниться, как говорить по-украински правильно, но вы же вряд ли его знаете, поэтому я не докапаюсь, поэтому и попрошу ко мне тоже ничего такое не прикапываться и делать какую-то скидку. И поблажку какую-то. Мне уже за все время на канале несколько было таких умников в скобочках, скажем так, которые меня чему-то пытались учить и возмущались чему-то. Ого, прилично. Да, это я там еще смотрел общую статистику за все время на моем канале. И вот этот стрим по Ведьмаку чуть ли не в первых местах. Если вообще не где-то на втором или третьем месте по часам набранным. Первое место, как я говорил в начале стрима, первое место занимает первый стрим по Звездным войнам выжившему. Там около 400. Или, как сказал Владимир, 400. Около 400 часов. Но у меня есть подозрение, что это вряд ли прям за тот самый день, когда был стрим. Это, наверное, набралось за весь год. С того времени, того стрима. Но сам факт того, что он на первом месте и целых 400 часов, это... Что-то да значит все-таки, что первое место у него. На втором месте там, по-моему, какой-то Hollow Knight. То ли первый, то ли Silksong. Потом как раз вот этот Ведьмак. Там в целом первая десятка вроде как. Почти все стримы как раз по Hollow Knight и по Silksong нас занимали по количеству часов. Очень они такие продуктивные у нас были. Великая и могущественная Фрея. А ты кто такой? Ты что здесь делаешь? Я бы мог у вас спросить то же самое. В таких местах часто селятся трупоеды. Ну да. И они становятся все наглее. Вылезают, даже на живых набрасываются. А мы их перебьем. Очистим шахту своим оружием, своими руками. И покроем себя славой во имя наших отцов. Не понял, что Албан написал на ютубе, на шорт-стриме. Переведи, что ты имел в виду. Что это значит? Вот этот набор букв. Не хочешь собрать сет медведя, получить хорошую прибавку к урону, защите, и можно еще училить Квен, вставив глиф в шмотки. Ну, во-первых, там мне надо еще чертеж для медведя, для базового костюма обычного, где-то тут на скеллиге. Улучшенный я уже могу создать, и отличный я уже могу создать, но я бы, наверное, подождал, пока я смогу отличный уже надеть. Там где-то 29 или 30 уровень надо был. И чтобы сразу уже на отличный пересесть, чем на улучшенный. И с котом такая же история. Я выбрал, чтобы не ходить на улучшенной версии, довольно некрасивой на вид. Я лучше подожду отличный, там через пару уровней, чтобы сразу улучшиться на отличный сет. И может как раз перейду либо на кота, либо на медведя. Что-то из двух. Грифона не хочу, волка тоже не хочу. Вот либо кот, либо медведь, скорее всего, буду. Ну или буду менять. То. Там я знаю, что кот ориентирован больше на урон, вроде как, а медведь на защиту. По-моему. Я с тобой согласен. Азель, ты понял, что он сказал? Тогда переведи мне. Будешь моим переводчиком. Игорь вообще со всеми согласен. Я ведьмак.
мог бы пойти с вами. И забрать у нас славу? Как бы не так. Зачем вам слава, если гули будут голодать ваши кости? Ну, в общем, может, ты и прав. Ну ладно, тогда иди первым. Задание за честь и славу. Какое-то дополнительное внезапное задание. Гули и гнильцы. По-моему, они тут сражаются еще друг с другом. Может им не мешать? Может, пусть они перебьют друг друга, а? На штурм! Эй! Ну как уже один умудрился помереть так быстро? Ну что за дела? Нет, не понял, я просто согласен. Ясно. Ого, ну учитывая, сколько стримов у тебя. Если так и дальше пойдет реально по Ведьмаку, почти по 100 за стрим, или даже больше, то до сентября, мы, думаю, успеем по-любому. А если не пойдет в таком темпе, то может быть, будут проблемки. Лови. Лови еще. Лови еще. Что-то урон печальный какой-то, по-моему. Трусом. Руки прочь! Я сам его убью! Блин, это гнильцы взрываются и столько урона им наносят. Вы можете отойти в стороночку от этих гнильцов, товарищи? Господи, какие они бесполезные, эти два товарища. Они вроде в броне такой, а урон впитывают капец как сильно. Поехал я тренироваться на веле. Мне надо сегодня показать более 240 ватт на 3-минутных интервалах. Давай, удачи. Эй, а ты куда? Так, может так проканает, что я бегом пошел гнильцов в первую очередь рубить, пока они не успели сбежать. Воняет трусом. Все? Этот последний. Надо Все выжили? вытащить оттуда трупы и сжечь. Другие гули не побрезгуют мертвыми товарищами. Правда. Хорошо, что ты с нами пошел. Видно, тебя хранила Фрейя. Мы тебе до гробовой доски будем благодарны. Благодарностями все разбрасываются, а вот деньгами не то чтобы. Что это у Геральта Ну да, верно. лицо светится в темноте? Прости, мы все еще не отошли от схватки. Как ты их рубил? Ха-ха. Возьми вот. Спасибо. Всего доброго. Добрый топор. Вот и весь квест. 2 опыта. Для друзей у нас есть сердце, а для врагов топор. Помни об этом.
Сет кота рассчитан на быстрые атаки и крит урон, а медведь на защиту и мощные атаки, хотя и быстрые тоже неплохо наносят урон. Ну вот поэтому мне эти два сета как раз больше всего понравились. И внешне, и бонусами. Вот Грифон и Волк нет. Эти два сета я решил, что в этом прохождении я не буду ими пользоваться. Вот или кота, или медведя. Или сразу оба. Просто буду менять периодически. Вот так вот решил. Для друзей есть сердце, а для врагов топор в сердце. Что-то типа этого, да. А для друзей, а для врагов топором прямо по башке. И в сердце тоже. Позволишь тебя отвлечь? Я здесь, чтобы служить богине и тем, кто в нее верит. Говори, чем я могу помочь тебе? Ты Свана? Я по поводу скачек смельчаков. Чужак тоже может поучаствовать, или это только для своих? Фрея не делит людей на своих и чужих. Каждый может воздать ей почести, рискнув жизнью. У нас скачки не такие, как на Большой Земле. Мы признаем только одно правило. Побеждает тот, кто доедет первым до финиша. Иногда побеждает самый быстрый. Иногда тот, кто сбросит соперника с коня. Тогда понятно, откуда такое название. А что нужно, чтобы участвовать? Отвага. Если не боишься, повесь подкову. А награда победителю полагается? Победитель покроет себя славой и явит доказательства своего мужества. Я надеялся на что-то более материальное. Ну, Геральт, как Для всегда, нас такие вещи значат сразу к немного. делу. Ну да, победитель всегда получает что-то, что будет напоминать о подвиге. Иногда меч, иногда шлем или щит. Ну вот. Даже вы можете быть практичны. Ну, шлем или щит мне не надо, а вот меч. Почему бы и нет? Немного протрястись не помешает. Так, где проходят эти скачки? Эх, не помешает, Первые 3 на Артскеллиге. А тот, кто победит в каждых скачках хотя бы по разу, вернется на Хиндерсфьяль, чтобы помериться мастерством с лучшим наездником прошлого года. Ясно. И кто он? Кто она? Астрид со Спикерога по прозвищу Змея. Симпатичное прозвище. И вполне заслуженное. Удачи, ведьмак. Пусть твои подвиги доставят богине радость. Ага, то есть эти скачки не тут. Пока что. А где? Победить хотя бы по разу во всех отборочных заездах. А, вот, отдельные задания. Угу. Ясно, понятно. Так, тут что у нас еще? Чертежи. А это что? В волчьей шкуре. Это доп. Задание. Не кажется ли вот этот Моркворк, это что-то связанное с сюжетом должно быть? Мы еще с Йеннифер сюда должны прийти. С этим Моркворгом что-то там. Или это что-то другое? Или мне это на потом оставить? Что-то не помню. Еще есть сет Мантикоры. Да, это вообще мой любимый сет во всей игре. Но он доступен в дополнении. Да, и это главный минус. Конечно, что он доступен капец как поздно. А так я бы с удовольствием, с большим удовольствием всю игру бы в нем пробегал. Но это надо разве что какую-нибудь новую игру плюс
У меня не было возможности новую игру плюс начинать. А так она очень поздно открывается. Но это моя любимая броня. С этим антикоров несколько бонусов, которые взяты с нескольких школ. Волк, Грифон, Кот. Угу. Мега универсальная. Может, Кот и был булкой в той игре? Скорее всего. Моркорг в локации, где мы с Йен будем. То есть он никак не связан с тем заданием сюжетным. Преклони колени перед богиней. То я что-то помню такое. Но не помню, связан ли он или нет. Или можно сразу отдельно от него спокойно делать. Но раз оно как дополнительное отдельное задание висит, по идее, и можно. И снова Астрид. Знакомое имя. Небо пасмурное, море бурное, что дарит защити нас, великая мать, силу. Прими и выслушай мою молитву. Та, что приносит солнце и дождь. Любовь возливай на тебе мессию. Прими мои молитвы Пищу и приносим выслушай тебе. мою мольбу. Великая мать, храни наши берега. Да? Побудь у нас еще неделю, Курису. Я Ты знаю, что ты даришь? чувствуешь себя Любовь, лучше, но ты ненависть еще слишком и силу. слаба, чтобы отправляться в дорогу. Спасибо, но я не хочу злоупотреблять вашим гостеприимством. Мне пора возвращаться в родные края. Дома, наверное, думают, что я умерла. Не беспокойся, я уверена, они ждут тебя. Зачем тебя привела богиня? Мне кажется, я сам себя привел. Ты не почитаешь Фрею. Нет, но я уважаю ее жриц и почитателей. Фрея равно награждает и карает верующих, иноверцев и безбожников. Почитай ее и не гневай, и тебе зачтется. Что тебе нужно? Ты можешь рассказать об этом святилище? Случилось так, что Фрея потеряла своего любимого белого кота. Она искала его по всем островам. И тут и, коты. наконец, нашла. Здесь. Фрея возрадовалась Везде и коты. благословила это место. А позже здесь построили святилище. Не знал, что Фрея любит кошек. Твое невежество прискорбно. Белый кот – священное животное богини. У него глубокое символическое значение. В этом святилище Фрея помогает тем, кто ведет упорные поиски. Может, она и к тебе будет благосклонна. Не отвергай ее. Неужели у тебя есть столь могущественные друзья, что ты откажешься от помощи богов? Представляешь, у меня есть Цири. Она тоже как будто полубог. Чуть-чуть. Типа того. Коты лучшие? Да. Ты, кстати, вчера пропустил, наверное, очередной мем на нашем канале. Танцующего кота. Под радио. Это было что-то с чем-то. И еще некоторые интересные моменты. Покажи мне свои товары. Так, карты. Меч из Долблатанны. Это продадим. Это все не могу пока что. О, вот это могу. Купорос надо. Отличный белый мед. Бэмс.
Прощай. Можно с тобой поговорить? Я здесь для того, чтобы служить паломникам. У меня дело более приземленное. И что тебе нужно? Говорят, вам досаждает Моркварк. Так его зовут? Я мог бы им заняться. Если справишься с ним, это будет великая радость для богини. Это хорошо, но я работаю за деньги. Я так и поняла. Не волнуйся, я заплачу. Но только если ты избавишь нас от Моркварга навсегда. Его уже убивали, но проклятие каждый раз возвращало его к жизни. Ну, я его видел давно как-то. Там вроде еще мухомор есть. Ага. Ну и пару концовок помню. Да, было такое. Мухоморы, галюны. Забавно, тут белый кот — это святое животное, а в Японии белая змея — это символ возрождения и перерождения. Да, в Индии это корова — святое животное. Не знаю, белая или просто любая корова. Мы еще играем за белого волка по прозвищу. Что-то везде животные вспоминаются. В объявлении, которое я прочитал, не было ни слова о проклятии. Все местные о нем знают. Может и так, но я не местный. Хотелось бы узнать побольше. Верховная жрица Ульвы наложила проклятие. Оно приковало Моркварга к роще на вечные времена. Даже если его убивают, он возвращается. А что это за Моркварк? Никогда не слышал о таком чудовище. Ничто. Кто? Самый гнусный человек из всех, что знал Скеллиги. Для него не было ничего святого. Он нападал на земли собственного клана, брал золото Нильфгаарда, убивал беременных, а детей... Ну, таких полно. Говорили, что боится он одного — гнева богов. Моркварк решил доказать всем, в том числе и самому себе, что это не так. И приплыл на Хиндерсфьяль, чтобы ограбить рощу богини. Это было много лет назад. Верховная жрица Ульвы встала у него на пути. Он вонзил ей нож между ребрами и бросил в грязь. Перед смертью жрица наложила на него проклятие. И Моркварк превратился в чудовище. А что это за Моркварк? Не-не-не, там было другое, другое. Верховный... Давай уточним, в наши дни чудовище — понятие расплывчатое. Даже меня так называют. Мне добавить нечего, я его не видела. Но... Да? Поговори с Тордером, сыном Эйнора. Он был в роще, когда туда ворвалась дружина Моркварга. Видел все, что случилось. И единственный из паломников ушел живым. Он поселился в Ларвике. Он на пристани должен быть, если в море не ушел. Бывай. Прощай. Да защитит тебя богиня от всякого зла. Ты что даришь? Задание в Любовь, волчьей шкуре. ненависть и силу. Так, после этого задания, наверное, уже пора будет приступить к сюжетным делам. К помощи Анкрайтам, как раз таки, как написано в названии. Пойдем, наверное, сначала к Керис, потом к Ялмару, если еще успеем к нему. Пусть твой топор никогда не затупится. А то стрим уже 2,5 часа идет. И не знаю, сколько мы сегодня вообще просидим. Много ли или нет. Йорра, недоумок! Бросишь еще раз, протащу под килем. Мы можем поговорить? Не видишь, я корабль готовлю. Идем на нильфгардских собак охотиться. У меня на уме добыча посерьезнее. Моркварк. А, такие, значит, пироги. Ну, спрашивай. Во имя Фрей. Ты видел, как Моркварк напал на рощу? Говорят, только ты и выжил. Верно?
Чудом только спасся. Видать, в тот день Великая Мать хранила меня. Значит, на жриц ей было наплевать. Выходит, что так. Мортвард связал их, а потом перерезал им глотки, как жертвенным лошадям. И хохотал. Понимаешь? Он хохотал. Хохотал. Но верховная жрица Ульвия прокляла его с последним вздохом. Ты озверел. Так останься же зверем навечно. Святая женщина. Ладно, пойду я. Удачного стрима. Давай, всего доброго, удачи. Что случилось с Морквардом? В это трудно поверить, но он тут же порос шерстью. Рожа его вытянулась в морду, как у пса или волка. Он завыл и бросился на своих же людей. Они пытались бежать, но он был быстрее молнии. Когда он их убивал, рвал им глотки, они сразу рассыпались в пепел. Так-то. Паршиво. Это непростое проклятие. Многоуровневое. Таково могущество Великой Матери. И ты не помог жрицам? Почему? А что я мог сделать? Один против дюжин разбойников. Что ты так смотришь? Да вот удивляюсь. Люди с Келлиги просто помешаны на чести и храбрости. А ты так просто сбежал. Я не горжусь этим. С того дня я ищу достойной смерти в море. Но богиня пока не призвала меня. Привет, Оливка. У нас опять кто-то уходит, кто-то приходит. Сколько раз эти совпадения я замечал. Я на работе, только поздороваться забежала. Ну, все равно спасибо тогда. Спасибо, что забежала, спасибо за печеньку. Тебе тоже привет, рад тебя видеть. Пусть даже ненадолго, но все равно приятно. Удачной работы тебе там. Спасибо за помощь. Да направит богиня твой меч. Да направит тобой нас Отец понимания. Плотва. Вперед, плотва! Ой. Кого-то я там сбил, походу. Что там происходит уже? Сокровище под охраной. Призрак? Ну что ж, как угодно. 16 уровня. Легкотня. Более всего один. Роща Фрей. Кусок. Хоть один кусок. Один кусок. Крошку. Есть. Есть. Холера. Только не это. Вот и он собственной персоной.
этом квесте два варианта. Убить или расколдовать. Это я помню. Мы, наверное, естественно, пойдем вторым вариантом. Первый вариант слишком скучный. Следы легких шагов. Кто-то пытался прокрасться незаметно. Внизу что-то есть. Ни хера не видно. Ни хера не видно. Кровь. Человеческая. Закрыто. Закрыто. Чтобы расколдовать, придется хорошо так побегать. А мы никуда не спешим. Мы не ищем легких путей. Похоже, не тронутые. Моркварк не пожирает свои жертвы. Странно. Я когда пытался это сделать, час на это угробил. Потому как гуглить неинтересно. Понимаю. Тоже всегда стараюсь гуглить в самую последнюю очередь. Когда уже прям вообще какой-то тупик. Следы чудовища. Оно бежало, гналось за кем-то. Здесь был бой. Человеческая кровь. И много. Человеческая кровь. Да-да-да-да. И много. Это уже было. Следы ног. Глубокий, шаг широкий. Кто-то бежал. Следы мощных когтей. Везде все закрыто. Что ж такое? Замуровали демоны. Найти Моркварга. Найти, везде все закрыто.
нужен ключ. Следы мощных когтей. Когтей, Следы да. мощных когтей. Да. Следы мощных когтей. Да я не на это нажимаю. Следы мощных когтей. Геральт. Хватит. Тоже ключ. Ладно. Ищем еще что-то где-то. Это ты имел в виду? Беготню, когда вспоминал, что везде все закрыто, и ищи, где тут вход. О! Вот сюда я еще не ходил. Много следов. Старых и свежих. Логово должно быть рядом. Ключ у Моркварга. Угу. Сейчас найдем. Здесь не перейдешь. Придется открыть шлюз и пройти через низ. Обычный механизм. Одним рычагом выбираешь ворота шлюза, другим опускаешь или поднимаешь их. Все просто. Еще одна пещера. Ключ. Рамон, сука. Где ключ? Все мое. В общем доме. Ящик. Но ключ. Где ключ? Молчишь. Рамон, ворюга, бандит, сукин сын, никчемный ублюдок. Да за что так Рамунда? Я найду ключ. Без тебя, баран, дурная башка. Тебя чую. Я тебя чую. Так, а мне надо было сразу сюда или надо было сначала там эти рычаги подергать? А то мало ли я не по порядку все сделал. Подходи. Живьем. Мех возьми на память. Значит, решил поговорить. Только теперь могу. Такое проклятие заставляет кусать, царапать, рвать, пока не свалюсь. У тебя есть время. Пока из меня вытечет кровь, я вернусь. Слушай внимательно. Сними проклятие. Освободи, наконец, я дам награду. Ты что-то говорил о награде. Награбил в налетах, все пропил, кроме одного. Настоящее сокровище спрятал и отдам, только расколдуй. Значит, не весело быть оборотнем? Это не самое дурное. И не то, что я не могу выйти из рощи. Только голод. Все, что я сжираю, превращается в пепел. Я не ем, не пью, но я, сука, еще живу. С голоду я себя грызу, но любой кусок жарит, как горящая смола. Вечный голод. Классическое проклятие.
знаешь, как расколдовать меня. Иногда в таких случаях достаточно дать проклятому еды по доброй воле. А иногда нужно гораздо больше. Думай, сделай что-нибудь, иначе я вернусь и разорву. И разорвет. Посмотрим, что можно сделать. Посмотри и сделай. Всем будет лучше. Угу. Ща посмотрим, ща все сделаем. Прощай. До встречи скорой. Давай, давай. Испарился. Избавиться от чудища в роще. Снизу тянет. Похоже, там пещера. Сейчас будем расколдовывать. Так, тут все. Идем дергать эти рычаги. Идеальный друг. Не перебивает, не умничает. Угу. Действительно. Не с кем поумничать. И давай, главное, ему его мясо. Да, я в курсе. Напоминаю, уже 5 или 6 раз игру проходил. Я, конечно, что-то подзабыл некоторые моменты, но не прям все. Так, этот закрыл. Это ничто не делает. Угу. Еще раз. Шлюз открыт, но ничего не происходит. Что-то мешает, наверное. Ну-ка, сначала, что у нас тут? Тут у нас ничего, тут просто выход. Нет, вроде тут тоже ничего нет. Думал, может, что-то мешает. Нужно закрыть слева проход и поднять справа. Этот рычаг просто открывает и закрывает. Так, вот переключил, допустим, на другой. Теперь. О, открыл вот этот. Хорошо. Поплыли. А это я вот этот центральный хотел открыть, и Геральт говорит, что он не хочет открываться. Ясно, значит... Потом. Сначала плывем сюда. Вот и ключ.
Кости провалились через щель много лет назад. Ветерок. Похоже, выше еще одна пещера или выход. Мы там уже были. Так, ну-ка еще раз. Эту центральную он не хочет открывать, да? Во, центральный. А не открыл. Шлюз открыт, но ничего не происходит. Так, ну-ка. А тут что-то есть? Это я где? Это я с другой стороны? Получается, да. Хорошо. Так, тут можно открыть? О, шорткат. Следы человека идут до колодца и там обрываются. Там мы были. Сейчас тут побегаем чуть-чуть. Моркварк проломил эту дверь. Должно быть, что-то за ней унюхал. Символ нетронутый. Моркварк не пожирает свои жертвы. Странно. Опять выросла. Всегда вырастает. Я начинаю тебе завидовать. Хочешь историю? Если без этого не обойтись, рассказывай. Пришли воины. Они знали, что не смогут убить меня. И они устроили западню, заковали меня, заперли здесь. Знаешь, что я сделал? Я грыз себе ногу, чтобы освободиться. Каждый укус больно. Я выл, меня рвало кровью. Понятно, что грызть собственную лапу больно. Ты не понимаешь, это хуже, когда грыз, пасть горела, как будто угли жрал. Думал, сдохну, но отгрыз, а потом я порвал их на части, на мелкие кусочки этих героев. И какая мораль в твоей истории? Или ты просто бахвалишься? Мораль такова. Ты не сможешь убить меня, не сможешь остановить. Я порву любые оковы. Да я и не собирался.
расколдуй меня. Это я и делаю. И я вернусь. Чего ты паникуешь? Сейчас. Чего ты паникуешь? Все скоро будет. Скоро... Ау. Скоро расколдуем. Помоги мне. Я вознагражу. Ну вот, все сначала. Все сначала. Ты можешь покончить с этим. Расколдуй меня. Погоди. Прощай. Я еще занят. Чё ты сам ко мне приходишь? Я к тебе приду, когда надо будет. Когда я буду готов. Открыто. Теперь в здании. Следы мощных когтей. Ё-моё. На дверь. Нажми на дверь. Блин, вот проблема, когда столько действий в одном месте. А, мне сюда и нельзя. Ладно. Так. Спросить Тордера из Лорвика, почему он лгал о Моркварге. Опять идти говорить с этим. Когда прочитаешь дневник, вернись к мужику, который собрал. Так это задание даже мне к нему направил. Геральт из Ривии, наш герой. Да-да, это я. Здравствуй, Балафрей. Ты мне солгал. Что? Клянусь великой матерью. Не строй из себя святошу. Я знаю, что ты был в дружине Моркварга. Так. А ты умный. В одном только ошибся. Это вот моя команда. Крепкие парни, вооружены до зубов. Сейчас я тебя с ними познакомлю. Ой, начинается. Я не странствующий рыцарь, а ведьмак. И не судить тебя пришел. Тогда зачем расспрашиваешь о былом? Я должен знать, что на самом деле произошло в роще. Хочу снять проклятие с Моркварга. На кой хрен? Пускай сукин сын мучается до Рагнарёка и еще день после. Такая у меня работа. Так и я себе говорил, пока Моркварг не приказал идти к Хиндерсфьеллю. Я во многих налетах бывал. Убивал женщин, детей, всех, кто подвернется. Но жрицы — это слишком, даже для меня. А то есть дети нормально, а Да. жрицы это все, да? Да все закончилось. Интересные и у тебя Моркварг приоритеты. пьянствовал с остальными. Я вытащил вот это. Волчий клык, покрытый рунами. Он мне от отца достался.
Тот был Годи в нашей деревне. Он сказал, что того, кого этим клыком порежешь, ждет судьба хуже смерти. Ну, так и вышло. Твой папенька объяснил, как снять проклятие? Надо просто отдать клык проклятым. Но ты его не получишь. Этот сукин сын будет мучиться. Нет, получу. Жрицы очень хотят вернуть свою рощу. Мне кажется, ты перед ними в долгу, а? Ладно. Бери. А взамен, Я никому не скажу о твоем прошлом, даю слово. если ты что разболтаешь, я просто найду тебя и убью. Ой-ой-ой-ой-ой. Когда Моркварк снова превратится Страшно. в человека, не дай ему уйти, чего бы это ни стоило. Страшно, ой, как страшно. Интересно, такой ли ты крепкий? Итак, финишная прямая. Да, в смысле закрыто, господи. Ключ получили. Все равно надо оббегать тут постоянно. Круги наматывать. Не сюда. Вот сюда. Потанцуем? Ой, давай третий раз, последний. Или предпоследний. Сейчас узнаем. Я устал. Сука, ты должен был помочь. Сейчас я так и Вот, сделаю. все сначала. Ты можешь. Дать ему клык. Вот, надень-ка. Мне клыков хватает. Не умничай, делай, Ключ, что который ты говорю. получил от сундука, где лежал дневник от ворот рощи, дадут жрице. Я свободен. Свободен. Наконец-то! О, Ты сильно не где радуйся. здесь таверна? Я съем зажаренную на вертеле свинью. Нет, быка. И запью бочонком эля. И айда в море. Меня уже забыли. Ну так я им, сука, напомню. Так напомню, что в Новиграде дым будет видно. Ничего ты не напомнишь. Извини, я этого допустить не могу. Тогда на кой хер освобождал? Чтобы убить тебя раз и навсегда. Смерть! Ты хоть раз с ведьмаком дрался? А насчет награды мы ее типа так и не получим, которую он там обещал? Или надо было сначала спросить про награду, а потом его убивать? Или там уже все, я бы его типа отпустил? Или что, или как? Собрать награду у заказчицы. Заказчицы. Или что тут с этой наградой? Правильно, что убил его, а тайник так себе. А, то есть тут либо отпускать и получать тайник, либо убивать, но без тайника. Ну, если он так себе, то и ладно. Я просто думал, что можно типа и тайник, и убить. Но раз уж нет, тогда пофиг на этот тайник.
Я отходил, если что. А мы тут Моркварга расколдовали и убили за это время. Идем награду получать. Нет, тут либо отпустить, либо завершить дело. Ну тогда мы завершили дело. Здравствуй. В чем дело? У Здравствуй. меня есть еще пара вопросов о Моркварге. Нет у меня вопросов, у меня есть хорошая новость, что Моркварга больше нет. Я пришел за наградой. И ты уверен, что... Моркварг мертв? Даю слово. Если нет, верну деньги. Я поверю твоему слову, ведьмак. 2 очка опыта. Ты что даришь? Любовь, ненависть и силу. Задание выполнено. Да? Все. Тут разобрались. Пока что на этом острове все. Идем. На каком там острове Керис? Не тут. Значит, вот тут. Да. Избранник богов. Идем помогать Керис. Давно пора, уже 3 часа стримим. Только сейчас идем помогать Анкрайтам. На 3-м часу. С чем пришел? Покажи мне свои товары. Ничего интересного. Хочу, чтобы ты кое-что для меня изготовил. Ты тоже слабый кузнец, ладно. Идем дальше. Бывай. У меня резко ветер поднялся, ну и дождь с грозой. О, все, конец жаре получается. Скоро свежачок будет тоже. Так, стоп. Сундук. Вот так вот. О, что ты тут околачиваешься? Любит, не любит. Любит. Любит, не любит. Нашим ребятам Такие поперек дороги не гадания, становись. деточка, на цветочках надо делать. Ты тут видишь цветочки? Ну вот. А цыпленка все равно ощипывать. Интересный метод. Оригинальный. Еще один заказ. Что, тоже лодка протекает? Пропавший жених. Дьявол, ты не похож на любителя поторговаться. Почему это? Покажи, что у тебя есть, там и посмотрим. Еще как любитель поторговаться. Бывай. Пока. Так, скоро надо будет еду, а то опять
более подробно распродать. Так, тут. Бывай. Я вот прохожу НГ+, и у меня 65-й левел. И, честно говоря, лут, который просто находишь в сундуках, и то лучше, чем сам тайник Моркварга. Да? В котором пара крон, дратва, шкуры, меч, максимум синий и прочее барахло. Ну, это, конечно, не равня тому тайнику того ведьмака из заказа, что мы делали ранее на стриме. Там и меч крутой, и 500 крон. Это был хороший тайник. А этот тайник, да, что-то фигня. Чем могу помочь, путник? Ты не подстрижешь меня, волосы? Чем мне могу в глаза помочь, лезут. путник? Не-не-не, я только спросить. Бывай. Мечи за спиной. Дружище. Что стряслось? Меду. Ну? Приветствую, незнакомец. Ищешь развлечений или желаешь выпить? А какие здесь у вас развлечения? Ну, пиво, вино и сивуха. А что ты собирался в корчме делать? В ладушки играть? Не знаю, откуда ты приехал, но должно быть издалека. Ты можешь рассказать о вашем клане? Говорят, мы, люди из клана Броквар, лучшие пловцы. Мне казалось, на Скеллиге все отлично плавают. Хе-хе, но это тебе только казалось. Плавают-то все, это конечно. Вот только на дракарах, разодевшись в тяжелые меха и шкуры, и воды касаются, разве что как у них пиво кончится в чарках. А наши ребята с малых лет прыгают со скал и ныряют, как тюлени. Покажи мне свои товары. О, очередные карты. Беру, все беру. Будь здоров. Кстати, этот заказ 19 уровня. Тоже можно было бы сделать, наверное, сегодня. Теперь будешь чисто ведьмака или что-то еще параллельно? Вообще я планировал еще что-то параллельно, но теперь, как я говорил в начале стрима, до сентября хотелось бы успеть, чтобы там эти 400 часов теории не пропали, чтобы потом заново эти 400 часов еще дополнительно не фармить, то Ничего. Завтра вернемся. хотелось бы успеть до сентября. А Ведьмак пока у нас самый такой прибыльный, по часам не смотрю. Из доблестного клана Так что теперь даже не знаю. Приветствую. Я хочу увидеть Ярла. Войди. Ярл еще говорит с ворожеем, но скоро закончит. Только под ноги смотри. То есть? Наш Ярл не любит света, споткнуться можно. Разбежавшись, прыгну со скалы. Сильно прыгну со скалы. Они болтают. Видно, у Ярла снова был вещица. Мы скоро закончим. А потом выплыл огромный морской змей и отгрыз мне руку. Боги дали знать. Время принести жертву. По моему разумению, нужно было, чтобы ты одолел змея, Ярл. Нет. Я знаю, что они ждут жертвы. Уже пора. Подождем более ясного знака. Хотя бы до следующего сна. Мне больше не нужно знаков.
Я ищу Терес. Кажется, она останавливалась у тебя. Дочь Анкрайта? Да, она была здесь. Где она? Что? Терес. Где сейчас Керис? Не знаю. Не знаю. Хватит вопросов. Я спросил что-то лишнее? Ты должен простить моего ярла. Последнее время он чувствует себя не слишком хорошо. Он болен? На Перу Краха мне показалось, что с ним что-то не то, но... Прости, я должен идти к нему. А Терес? Как ее найти? Не знаю. Поспрашивай. Отлично. Просто замечательно, как говорит Геральт. Нас застал шторм. Опять я немножко их тут обкраду, пока никто не видит. Совсем чуть-чуть. Спросите про Керис в деревне. Пришелец. Знаю я таких, как ты. Кто для тебя эта чародейка? Йеннифер, да? Дашь Говорят, меч подержать? Керис приехала. Ты не нарывайся. Большая Не то честь будешь иметь дело принимать со дочку мной. Крайта. Она по делу? Или погостить? У тебя А я рано? знаю. Мой отец Должно тоже был быть такой непросто, грешный, да. а потом Неприятно. Ты умер. что, не спросил? Ежели кто говорит не хочет, так я обычно и не вытягиваю. Ох, я. Кого еще несет? Никакого от тебя проку. Я-то издалека таких, как ты, узнаю. Привет тебе. Сперва целый месяц ни одной живой души, а потом вдруг гости сыпятся, как дикие груши. Притомился? Есть хочешь? Кого в этом прохождении будешь делать ярлом? Наверное, по классике Керис. Это самый такой вроде бы благоприятный результат для Скеллиги. Точно не Сванриги, нет, точно нет. Ах, Хьялмар, ну... Не знаю. Я обычно всегда Керис выбирал. Наверное, тут будет такой же выбор. Хотя... Я ищу Терес, дочь ярла Анкрайта. Ты с ней чуть-чуть разминулся. Она недавно тут была. И куда пошла? Она же про ярла нашего расспрашивала. Про детство его. Вот я и отправила ее к Бергторе с Эйриком. А это что за люди? Эйрик многие годы водил дружбу со старым ярлом, а тот помог ему добыть руку Бергторы. Они живут на восточном конце деревни. Спасибо. Будь здоров и передавай привет Керис. Передавай привет, Керис. Ты видел белого кита? Надо было. Прости, что помешал. Надо чего? Пойдем поболтаем за пивом. Спасибо, но время не ждет. Я ищу девушку по имени Керис. Керис? Дочь Краха Анкрайта? Она была здесь, но что-то давно я ее не видел. Хьялмар тоже хороший вариант, но конечная концовка будет другой. Да понятно, что другой. Сванриги это самый, по-моему, хреновый вариант для Скеллиги. Хотя если прям игрок против Нильфгарда полноценно идет во всех выборах, во всех концовках, то может быть этот вариант им подойдет. Но я не иду по этому пути, поэтому Сванриги точно нет. А вот Хьялмар и Керис пока еще прям не точно уверен, но скорее всего Керис. Спасибо. Ты не нарывайся. Не то будешь иметь дело со мной. Ты хоть треску от форели отличишь. Здравствуй. Мое почтение. Я кое-кого ищу. Так это ты удачно зашел. Я, правда, занята, но вокруг столько девок красивых. И где твои красавицы?
Может, какая-нибудь согласится показать мне остров? Ну, есть, например, Вэйя, дочка Бондаря. Хотя, нет, у нее зубы кривые. Вот Дебора другое дело. У нее зубки прямые, как по ниточке. Зато бородавка под правым глазом. А что ж такое? Вот еще Майя. Личика, мечта. Только на правую ножку прихрамывает. А, Холера. холера. Подумать, все девки наши не так уж и хороши. Ну вот. Я ищу Терес. А ту худющую? Глаза у нее, конечно, как у серны, да и рода знатного. А все же замухрышка. Я не знаю, где она. Ее отец? Ай, да пускай старый крах не беспокоится. Девка со Скеллиги на родных островах не пропадет. Ладно, ладно. Была она тут пару часов назад. Пошла поговорить с Эриком, моим мужем. Они на берегу, наверное, с той стороны острова. Спасибо. Будь здорова. Удачи в поисках. Голос у этой женщины, у этого NPC, который озвучивал ее, кстати, такой же, как у этой женщины-кузнеца из Велина, из Вронниц. Просто акцента в этот раз почему-то такого нет, как у нее там. Хотя что это, что та со Скеллиги, но у той акцент есть, а у этой нет. Но голос тот же. Озвучки. Девушка ничего так. Жаль, только замужем. А Геральт сразу расспрашивает. А чё тут, а как тут? А кто остров покажет, все дела? Что тут уже происходит? Чёртовы мюрдьяблер! Ничего себе их тут развелось! Но мы им задали жару! Мы? Ты сидел на скале и звал на помощь. Я с Геральтом Если б я хором тебя не ответил. предупредил, годился бы ты сейчас только на приманку для трески! Да ты что? Ты уверен? А если бы я не помог тебе, сидел бы ты на этой скале до самой своей сраной смерти. Клянусь, Фрей, будь по-твоему. Ты меня спас. И что теперь? Что мне? Ходить по деревням и славить твой подвиг? Нет, просто скажи мне, где Терес. Просто спасибо мог Ты сказать. что-то перепутал. Ты помог мне с морскими дьяволами. Только это не значит, что я буду сплетни распускать про дочку Анкрайта. При чем тут сплетни? Скажи мне, где Терес. Сразу к делу. Она про ярла нашего спрашивала и про его семью. Она пошла в старый дом у Далерика. Это на холме. Спасибо. Прощай. Вряд ли я здесь что-то еще узнаю. Самое время взглянуть на заброшенный дом, про который говорил Эрик. Так, это лучше отсюда, наверное, идти. По дороге вверх. Ну и ветрила. Гуси, лебеди, курочки. Вот это дождя-то кот наплакал. Не то, что Может, и хорошо, что подождет немного.
Этот квест я хорошо помню. Свежие следы. Может, это Керрис? Жаль, что за всю игру мы только раз увидим Хима. Да, некоторых монстров тут полным-полно всяких разных. Некоторые прям одноразовые. Только квестовые, сюжетные. Керрис. А вот и Керрис. Она потеряла сознание. Надо ее вытащить. Что случилось? Где я? Ай, голова болит. Тебя огрели чем-то тяжелым. Геральт, что ты тут делаешь? Ищу тебя. Крах о тебе беспокоится. Я заберу тебя домой. Я никуда не поеду, пока не помогу Удальрику. Меч? Где меч? Я должна вернуться за мечом. Никуда ты не пойдешь. Ты едва пришла в себя. Я должна... Ты должна объяснить мне, что тут происходит. Зачем ты туда влезла? Я хотела помочь Удальрику. Он, конечно, странно себя ведет, но сомневаюсь, что твоя прогулка по проклятому дому ему поможет. Если я принесу меч, поможет. И при чем здесь меч? Это Броквар. Родовой меч клана Удальрика. Он нужен мне, чтобы снять с ярла проклятие. Проклятие? Это долгая история. Много лет назад Удальрик поссорился из-за этого меча с братом. Обычай велит, чтобы родовой меч отошел первородному сыну, то есть Удальрику. Но отец отдал Броквар младшему сыну, Акки. В ваших краях это серьезное оскорбление. Настолько, что Удальрик нарушил священный закон Скеллиге. Открыто выступил против воли отца. Надо думать, старый ярл это так просто не оставил. Удальрик просидел 3 дня прикованным к столбу, по пояс в морской воде. Когда наказание закончилось, они с Акки отправились ловить рыбу. Этот поход кончился скверно? Предчувствие тебя не обманывает. Налетела буря, и Акки упал в воду. Удальрик был занят парусами и не слышал брата до тех пор, пока не стало слишком поздно. Не слышал или не захотел услышать? Этим же вопросом задается большинство людей на острове, но вслух об этом не говорят. А как ты думаешь, Удальрик убил Акки? Я не хочу делать поспешных выводов, но мне кажется, то, что тогда произошло, отразилось на всей жизни Удальрика. И как-то связано с мечом. Что ты собиралась делать с мечом? Я подумала, что дух его брата хочет вернуть клинок. Дух брата? Сколько я себя помню, люди считают Удальрика избранным. Мол, с ним говорят боги. Раньше я в это верила, но теперь, когда присмотрелась, я думаю, что его преследует его умерший брат. Смелая мысль. Ты не нарушаешь этим каких-нибудь местных законов? Мне плевать. Я не верю, что это боги. Ты его видел? Он же весь в шрамах. Я думал, что это следы битв. Если его душевные страдания можно назвать битвами, то да. Сам он говорит, что голоса велят ему увечить себя во славу богов. Но мне кажется, боги тут ни при чем. Это все Акки. А что это может быть на самом деле? Я поспрашивала людей. Была у наших друидов на Артскеллиге. У жриц Фреи на Хиндарсфьяле. С Хьортом поговорила. Этот Хьорт. Кто он вообще такой? Друид. Он служил роду Броквар еще во времена ярла Агнара, деда Удальрика. Отец говорит, что это единственный рассудительный человек во всем клане. Возможно, он прав. В конце концов, именно Хьорт навел тебя на след. Как я понимаю, твои сомнения подтвердились. Жрицы и друиды мало что рассказывали, но согласились, что боги редко велят людям калечиться. А Хьорт навел меня еще на одну мысль. Он заметил, что Удальрик начал слышать голоса только после смерти Акки. Ты думаешь, Хьорт тоже сомневается, что Удальрик избран богами? Он предан клану, так что прямо об этом не говорил.
но намекнул, что дело может быть в Акки. Жесть у меня льет. Так, это хорошо. Да ведь? Конец жары. Свежачок. Ну да, у меня тоже было до того, как начало лить. Вот. Главное, чтобы опять не началась, а то бывает такое, что пройдет гроза, и все. Все очень быстро высохнет, все лужи, и опять духота начинается. А иногда начинается период свежей погоды уже. Смотря как. Значит, ты думаешь, Аки хочет отомстить, потому что Удальрик позволил ему умереть? Я говорила с Хьортом. Он клянется, что Удальрик не слышал голосов до смерти Акки. Хьорт вряд ли ошибается. Он знал обоих братьев с колыбели. Может, если отдать Аки меч Броквар, он оставит Удальрика в покое? Идея хорошая, если все дело в духе. Но что-то у меня не складывается. Что? Ты сказала, что Аки утонул, а призрак обитает в этом доме. Может, потому что они оба здесь жили? Спасибо за помощь, Геральт. Но я должна вернуться за мечом. И речи быть не может, я сам за ним пойду. Правда? Спасибо. Ну, тогда я пойду к Удальрику. Исключено. Ты едва держишься на ногах. Подожди меня здесь и пойдем вместе. Хорошо, но так мощно редко. Ну, главное, чтобы не было, как вчера Ариша рассказывала. Ой, не Ариша, Евгения рассказывала. Что машины перевернула, деревья все перекинула. Страшные звуки. А вот и меч. Это еще что? Так ты нашел меч? Нашел. Ну, веди. Ты же был товарищем моего отца, да? Надеюсь, мы по-прежнему товарищи. Но я слышала, вы из-за чего-то поссорились. Или из-за кого-то. Ты о той истории с Йеннифер? Это давно было. Еще до того, как Крах встретил твою маму. Но вы с Йеннифер уже были знакомы. Ой, с Йен всегда все было непросто. А что в ней такое? Что тебя к ней притягивает? Не знаю. Может, мне просто никогда не нравились легкие пути. Он сам не знает. Хеймдаль хранит клан Тирших. Кровь королей. А где Йеннифер? Не знаю, а что такое? Да вот любопытно. Она что, прямо так тебя отпустила? Что значит отпустила? Что началось-то? Ничего. Ничего. Просто мне кажется, она не любит упускать тебя из виду. О, вот они. Ужасно светло. В глазах колет. Свежий воздух пойдет тебе на пользу. Так ночь на дворе. Боги будут недовольны. Ярл, это наши гости, помнишь?
Что случилось с твоей рукой? Я пожертвовал ее богам. Прости, Ярл. Геральт еще плохо знает наши обычаи. На Скеллиге мы близки к богам. И чем ты ближе, тем большие жертвы приходится приносить. Мы верим, что самое большое, что человек может отдать, это собственная боль и страдания. Слышать голос богов — это дар, а не жертва. Те голоса, которые ты слышишь, Голоса богов. это не боги. Выбирай слова, чужеземец. Ты на земле Скеллиге, и здесь почитают богов. Не будь ты гостем Анкрайта. Ярл, ведьмак не хотел тебя обидеть. Послушаем, что он скажет. Возможно, голоса связаны с твоим умершим братом. Я рассказала Геральту про Акки. Мы пришли к выводу, что... Что боги опечалены его гибелью, поэтому нужно попросить у него прощения. Я не хотел. Аки упал в воду. Боги разгневаются. Кстати, ты будешь играть колодой Скеллиги на турнире по Гвинту, когда в Тусенте будешь? А у меня сейчас уже эта колода доступна. Скеллиги. Можно прям хоть сейчас ею играть. Было бы только с кем играть. Так что, конечно, буду. Надо только прям пособирать больше полезных карт. И можно будет... Они разгневаются из-за того, что ты примиришься с братом? Боги Скеллиги так жестоки? Они справедливы. Справедливость требует вернуть умершим то, что им принадлежит. Что я должен сделать? Ты помнишь, в каком месте Аки упал в воду? У восточной оконечности острова, недалеко от входа в залив. Нас снесло под иглу Улулы. Это опасное место. Водовороты утягивают там по несколько людей в год. Мы отправимся туда. Чтобы дух Аки обрел покой, нужно вернуть Броквар его владельцу. Нет. Нет, нет. Боги будут в гневе. Я чувствую это. Ярл, не страшись. Боги любят тебя. Наверняка они хотят этого. Может, будет достаточно, если я сплаваю туда один? В конце концов, неважно, чьими руками ты вернешь меч. У Аки было при себе что-то приметное? Что-то, что сохранилось под водой до сих пор? Да. Родовой перстень. Пожалуй, этого достаточно. Я поплыву. Вот. Скеллиги. О, кстати. Вот это надо добавить, наверное. Уже. Пригодится. Еще чуть-чуть, и колода более-менее будет хоть какая-то собрана. Вот даже 2 лидера уже есть. Прикольно. Так, с этим тоже по пути сейчас быстро быть здесь. разберемся. Все рядом. Не попал. Не попал. Попал.
что тут? Сапоги народа Оль. Мощь Игни. И куча сопротивлений. Я бы даже пока что переодел их. Штаны убийцы. Эти я пока оставлю. Все, вернули. На выход. Всплываем, в смысле. Вот интересно, а меч Броквар можно потом забрать, когда поможем всем? Кому можно или нет? Что-нибудь или нет? Мне кажется, Пора нет. возвращаться к удальнику. Он выглядел не как меч, который можно использовать, а как квестовый какой-то такой. Или только через консоль? Не знаю, не знаю. Никогда даже не задумывался про этот меч. Это был мой первый поход на большой... Хеймдаль хранит клан Тиршин. Кровь королей. Опять что-то случилось. Зачем? Что происходит? Удальрик. Голоса велели ему выколоть себе глаз. Что? Зачем ты это сделал? Такова была воля богов. Это жертва за Акки. Чего именно хотели боги, ты помнишь? Что они тебе сказали? Они были в гневе. Голос сказал: «Ничтожный человек, ты не помог Акки, а теперь не поплыл молить о прощении. Выколи себе глаз, страдай и скорби за все зло, которое ты совершил». Когда с тобой говорили боги, сразу как я отплыл? Вскоре после этого меня одолела дремота, и я лег. Тогда они объявили мне свою волю. Они всегда обращаются к тебе, когда ты спишь? Всегда. И что ты тогда видишь? Они призывали тебя в какое-то конкретное место? В мой старый дом. Они велят мне зажечь факел и говорят из тени. Боги когда-нибудь открывали тебе свой облик? Или ты всегда видишь только тени? Однажды я набрался смелости и во сне ярче зажег факел. Тогда я увидел неясный силуэт, сидящий в тени. Ты сказал, что боги обращаются к тебе из тени. Поэтому ты не позволяешь зажигать здесь свет. В моих снах иногда я вижу их силуэты, когда факелы горят достаточно ярко. Это великая честь видеть богов. Может, если бы в доме было светлее, ты видел бы их и наяву? Обычные люди недостойны смотреть на них. Боги ждут от тебя только страдания? Только оно им и мило. Потому они хотят его все больше. Его преследует не дух брата. Я вернул меч, но ничего не изменилось. Так что с ним? Мы можем поговорить где-нибудь наедине? Пойдем в комнату для гостей. Не, ну все именные мечи для меня уникальны. Вот и думаю, можно ли забрать Броквар. Шизофрения. Ну так что это? Хим. Существо, которое появилось после сопряжения сфер. Он присасывается к человеку, который совершил низкий поступок. Годами он жирует на его боли, подпитывает угрызение совести
и в конце концов вынуждает наносить себе увечья. Звучит не весело. Его можно как-нибудь одолеть? Теоретически есть два способа. Всем пока, я пошел строить ковчег. Шутка. Удачи с построением. Шутка. Ведьмачьи бестиарии говорят, что нужно провести ночь в логове Хима вместе с его жертвой. То есть в проклятом доме? Место скверное, но ты, должно быть, ночевал в местах и похуже. Одной ночевкой дело не обойдется. Нужно как-то выманить Хима. Он должен выйти из тени, показать себя. Только тогда можно будет его ранить. И наверняка он захочет с нами рассчитаться. Ты видела у Дальрика. Это будет нелегкий бой. А какой второй способ? Хима вроде бы можно обмануть. Нужно притвориться, что делаешь что-то ужасное. Тогда он перепрыгнет на новую жертву. Когда Хим поймет, что его обманули, ему придется уйти. Надо попробовать. Я не знаю никого, у кого бы это получилось. Может, никто не смог придумать подходящую ложь. Я знаю, что ты сомневаешься. Но давай хотя бы попробуем обмануть Хима. Это может оказаться не так просто. Впрочем, оба способа не идеальны. То есть... Удальрик может не выдержать целую ночь в логове Хима. Ты думаешь, что Хим захочет его убить? Нет, он не станет убивать кормильца. Но Ярл истощен, дом вызывает у него болезненные воспоминания. А Хим попытается вытянуть все, что сможет. И чем больше боли он причинит Удальрику, тем сильнее станет. И тем опаснее для тебя. А что другой способ? Хим демон, а их очень трудно провести. К тому же обманщик не должен знать, что обманывает. Как это? Хим цепляется к человеку, Демон совершившему прям. какой-то низкий Не поступок, просто дух или возбуждает призрак. угрызение совести Или и чудовище. кормится Прям его демон. страданиями. И если обманщик уверен, что не совершил ничего дурного, Хим это почует. То есть, если одному из нас придет в голову мысль, что делать, он не сможет рассказать о плане другому, так? Иначе ничего не выйдет? Именно. Оба способа кажутся мне рискованными. Но я по-прежнему думаю, что надо прибегнуть к обману. Не знаю, я не уверен. Только не говори, что в таких вопросах ты обычно советуешься с Йеннифер. Если мы ничего не придумаем, ты всегда сможешь решить дело по-ведьмачьи. Да что тебе до Йеннифер? Ты который раз про нее вспоминаешь? Да ничего, просто я заметила, что вы очень единодушны. Хочешь сказать, я у нее под каблуком? И ты не исключение. Наверное, все мужчины. Неотесанный рыбак со Скеллиги, отважный рыцарь, суровый ведьмак. Каждый из вас, в конце концов, дает себя укатать и во всем слушает женщину. И чтобы доказать тебе, что ты ошибаешься, я должен послушать тебя. Покуда я не Йеннифер, Ох уж попасть эти под каблук ты женщины. не рискуешь. Ну и помни, если ничего не выйдет, сделаем по-твоему. Ладно, договорились. Попробуем обмануть Хима. Хорошее решение. Единственное место, где мы можем что-то сделать, это логово Хима. Проклятый дом. Ну, веди. Ну, веду. Не стоит медлить. Хим своего рода черт, который кормится страданиями людей. Ну, с чего-то же его делали по какому-то примеру. Так что да. 26 уровень. Шалом, шалом, Нильфгардец. Рад тебя снова видеть. Привет, привет. Изящная работа. Должно быть, печника приглашали с большой земли. Какие тут мерзкие звуки. Ничего интересного. Опа.
Цири. Нет, это невозможно. Это обман. Зараза. Отпугнуть меня хочешь? Это хорошо, значит, боишься. Разбитое зеркало. Должно быть, Удальрик боялся увидеть Хима за спиной. Тут и ногу не мудрено сломать. Или шею. Старая колыбель. Наверное, тут спал маленький Удальрик или Акки. Геральт! Да что? Ты придумала что-нибудь? Да, у меня есть план. И очень надеюсь, что он сработает. А подробности? Просто подожди меня здесь. Я скоро вернусь. Что-нибудь еще? Ты сам сказал, что не должен знать подробностей. Большего я не могу сказать. Просто верь мне. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я тоже. Ну что, можем начинать? Я готов. Хорошо. Я скоро вернусь. А ты пока затопи печь. Поехали. Несколько часов спустя. Вон она! К старому дому бежит! Держи! Возьми. Положи его в печь. Верь мне. Осторожней с ребенком! Отдай мне ребенка. Клади его в печь. Давай же. Печь. На штурм! Смерть на смерть! Зачем? Аки! Ведьмак не совершал зла. В нем нет ни вины, ни отчаяния, только облегчение. Ты попался. Уходи. Все кончено. Вот так вот. Да? Мы Да? обманули Хима. Он решил, что я убил твоего ребенка и ушел от тебя, чтобы присосаться ко мне и питаться моим чувством вины. Но увидев, что ребенок целый невредим, Хим исчез. Ты свободен, Ярл. Свободен. Хим ушел, а вместе с ним и голоса, которые мучили тебя. Идем отсюда. Мне только стражников жалко. Они как бы ни при чем. Мы их поубивали. Что происходит? У меня в голове вихрь. Будто я в водоворот попал. Геральт,
Ты сказал, что все кончилось. Он истощен. Со временем рассудок вернется к нему. Что? Что я теперь буду делать? Ты растерян, но успокойся, это пройдет. Я чувствую, будто из меня что-то вырвали. Это нормально. Хим был паразитом, а они крепко срастаются с жертвой. Поэтому сейчас ты чувствуешь пустоту. Но не беспокойся, через несколько дней или недель ты будешь здоров. Спасибо. Наверное. Прощайте. Все еще как зомби. Пока что. Лучше я его провожу. Кажется, он не в себе. Разумно. А потом? Что ты будешь делать? Останусь здесь еще на пару дней. Уверен, что с ним все в порядке. А ты останешься на Спикероге? Не знаю. Мне тоже надо привести мысли в порядок. Йеннифер, наверное, уже извелась. А что ж ты... Я думал, мы это уже обсудили. Успокойся. О, ну да. Бывай, попутного ветра. И тебе. Задание выполнено. Одной помогли. Теперь еще Хьялмар. Так. Айн момент. Тут где-то есть секретик. Который, блин, там дверь теперь закрыта. И мне что, теперь туда не пустят, что ли? Алло. Вот сюда. Там путь вот. Почему дверь закрыта, я не понял. Надеюсь, туда еще можно как-то по-другому попасть. Обманом каким-то. Если нет, то, блин, обидно будет. Что я не успел. Это нечестно, что закрыли. Может, перезайти надо, не знаю. Что, во время квеста надо было туда идти, что ли? Там то ли место силы должно быть наверху, то ли что. Не хотелось бы его пропускать. Нет, все еще закрыто. Ну, на крайний случай я могу загрузиться, конечно. А то я больше не вижу, как туда еще можно попасть. Тут он никак не залазит. А ну-ка. А если сюда? Не, это просто на второй этаж. Отсюда я тоже никак не допрыгну. Тут пропасть. Ну, блин, придется загружаться, что ли. Как тут у тебя дела идут? Я уже успел покататься. Ну, мы Керис помогли, там Моркварга расколдовали. Еще некоторые мелкие дела сделали. Все идет хорошо. Дела делаются. Но это будет уроком на будущее. Проверять все вопросики до того, как выполнишь квест. Да, не было еще никогда таких случаев, что прям после квеста уже место становилось недоступным. Так, это уже позднее сохранение. Надо раньше. Местность тоже какая-то красивая. Да, мне Скеллиги в целом локация
все эти острова очень нравятся. И музыкой, и пейзажами, и красотой всеми этими. Заснеженными горами. Лесами. Блин, это опять... Это опять уже поздно. По мне лучше добрый топор. Еще раньше. Нильфгардец, если ты еще тут. У тебя как дела? Ты там на фоне слушаешь или что, или как? Нужно осмотреться. Да. Вот это то сохранение. Цири. Ничего, мы все проскипаем в этот раз. Разбитое зеркало. Должно быть, Удальрик боялся увидеть Хима за спиной. Тут и ногу не мудрено сломать. Или шею. Ну, Геральт, ну что ты не попадаешь? Невидимая стена, блин. О, господи. Или вот так надо сделать. Да. Действительно. Опля. Да, место силы. Хорошо место еще, силы. что я... Отсюда изливается магия. Хорошо, что я сразу заметил, что тут дверь закрытая, а не пошел еще какие-то квесты делать, а то бы потом уже быстро так загрузиться не получилось бы. Еще и Игни улучшили. Самый часто используемый мной знак. Хотя нет, Квен, наверное, более часто я использую все-таки. Тут. Все отлично. Вчера перед сном посмотрел твои видосы про тайны Белого Сада. Стрим имеешь в виду самый первый, где мы в Белом Саду были? Или какие еще тайны Белого Сада? Классно, душевно, информативно. Спасибо. Это за что? За что спасибо? За что ты там информативного такого нашел? Ну, не за что, наверное. Эй! Кто вернул обратно эти палки? Что за дела? Я же их ардом снес. Что за магия? Это все Хим. Это он обратно палки поставил. Демон этот. Мерзавец. Еще раз, мне не тяжело. А сейчас только опять все скипать придется. Старая колыбель. Наверное, тут спал маленький Удальрик или Акки. Изящная работа. Должно быть, печника приглашали с большой земли. Геральт, иди сюда. Я, кажется, придумала. Геральт, иди сюда. Уже бегу. Геральт! Да-да. Ты придумала что-нибудь? Да, просто ты сам... Ну что? Хорошо. Кстати, ты знал, что если не выбирать, не выиграть гвинт ученого, то потом возле дерева Василисков можно найти его... Да, можно.
Знал. Это как раз, чтобы этот путеводитель по гвинту все могли получить, даже те, кто не выиграет у него гвинт в Белом саду. Если вот не выиграли, то все равно эту книжечку можно найти. Если кто-то найдет. Если вот не найдут, то да, тогда не смогут получить книжку. Возьми. Если слабая рука его держит. Слава героям! Кровь! Кровь! Какая властная баба. Да, она такая. Все кончено. Воинственные женщины Скеллиги, они такие. Слаб. Что? Гер, Что? Я чё? Это на... Ну не без... Спасибо. лучше я Рад? останусь. Не за... Я думал... Вот теперь точно закончили. Где там овца еще бегает? А, это горные козлы. Все, задание выполнено. Ты перепроходишь? Ну да. Ты же был на прошлом стриме, я же рассказывал. Уже 5-й или 6-й раз прохожу. Только в этот раз с модами для канала. Или я тебя с кем-то путаю. И ты вообще впервые. Да вряд ли я путаю. Я вроде запомнил тебя. Может, ты просто не слышал, когда я это говорил на прошлом стриме. То перепрохожу уже. Это что ж такое? То перепрохожу уже. А какой я кубок привез? Ох, ничего себе! Сюда 3/4 можно влить. Красота. Рисунки разные. Это не кубок, а ночной горшок, дурень. В него срут. Вот тебе и прозвище! Полов говноед! Я про этот квест. Тогда понятно. Да, перепроходил, потому что там почему-то только именно во время квеста доступна дверь, через которую можно было пройти вот это вот место силы. А после квеста эта дверь закрытая почему-то остается. Поэтому вот перепрошел. Хорошо, что еще заметил быстро. У тебя квест забаговался? Ну, не квест, а дверь почему-то осталась закрытая после квеста. Почему ее закрыли? Непонятно. Видно, ты не местный. Что тебя занесло на Спикерол? Кажется, у вас здесь есть какая-то работа для ведьмака. Ну да, сестра мне всю плешь проела. Вот я для вязчего спокойствия и вывесил объявление. По правде сказать, я и не рассчитывал, что кто-то заинтересуется. В чем дело? Да вот жених у сестры пропал. Люди болтают, что он просто сбежал из деревни. А она вроде как видела, что его чудище утащило. Мне кажется, ты не веришь в эту историю с чудищем. Всякое между ними было. Нильс бегал за юбками, и сбрить сладить непросто. Но все-таки семья — это святое. Ты займешься этим делом? Скорее всего, CD Projekt думали, что вопросы следуют и забудут потом. Ну, наверняка многие так и делали, но я вот подумал, что оставлю это на после квеста, это дело. А, вот вам. Нет. Все решили за меня. Надо именно во время квеста. Или до квеста вообще. Думаю, найти этого Нильса будет непросто. Так что награда слишком мала. А ну ты вот Если и ты пишешь как раз до перейдешь его квеста, домой, да. то я денег не пожалею. Я бы хотел услышать точную сумму. Сперва я хочу услышать, что стало с Нильсом.
в точности. Это я на первых всяких прохождениях обычно так и делал. Что сначала шел всякие вопросики зачищать. Все, что мог. И только потом на квесты шел. А в этом у нас прохождении немножко не так. Стратегия идет. Согласен. Странно. Тут опять цены, кстати, по 300 более-менее. Это, видать, исключение какое-то было именно с тем заданием, с тем заказом, что там аж 600 нам решили дать. В остальном все цены, смотрю, более-менее одинаковые. Посмотрю, что можно сделать. А там что-то Для начала я расщедрились. хочу поговорить с твоей сестрой. У Нильса и Брит было любимое место. У скал к северу от деревни. С тех пор, как он пропал, она все время там сидит. Спасибо, я пойду к ней. Я обычно до того, как что выполнял вечно квесты. дева, мать Или и заказ старуха. исследую все вопросы. Да, вот я тоже. Это же и сказал, что обычно на прошлых прохождениях тоже так и делал. Но не сейчас. Репутация заролял. Ну, может быть. Задавил авторитетом, как кто-то говорил на прошлых стримах. Геральт такой, да, он может. Я Как должен по- с тобой поговорить. Как посмотрит грозным взглядом. Оставь меня. Ты видела, как пропал Нильс? Видела. Тень. Огромные крылья, будто туча прошла по небу. А потом я услышала крик. Оно схватило его и унесло в сторону пещер на побережье. Но он был жив. Кричал мое имя. Я попробую его найти. Надо осмотреть пещеры, о которых говорила Брит. Так, тут еще по пути будет вот этот вопросик. Там чертеж еще будет. А еще вот сюда можно пойти, в принципе. Что там за место такое интересное? Проверить. Сирены? Возможно. У нас еще вроде не было уникального босса сирены. Уникальный Накер был, уникальный Туманник был, уникальная водная баба была, уникальная кладбищенская баба была. Еще всякое прочее уникальное. Вот сирены еще не было. Может быть, как раз это она и будет. Сирены же только как раз на Скеллиге бывают. Так Для что друзей тем более, у нас скорее есть всего, она. сердце, а для врагов топор. Помни об этом. Так, тут особо вроде ничего нет. Хотя... Нет, вру, что-то тут есть. Может, соли мечи подержать? Или из олова шариков наделаем и его закидаем? А что ему с твоих оловянных шариков? Мне кажется, это призрак, Куралиск а не или дьявол Виверна. такой. Так что делать-то? Может, к друиду? Куралиск вроде тоже был уже уникальный. Еще во Вронницах. Насчет Виверны не уверен. Друиды не мастера с призраками бороться. Да ну! Ты что ли лучше? Закрой пасть. Вот он-то может и лучше. Это ж ведьмак. Призрак у нас на арене объявился. Никак его не выгоним. Может, что посоветуешь? Может, и посоветую. Только мне нужно знать больше. Что ты хочешь знать? Что это за арена? Ну, обычная арена. Когда-то был у нас обычай, что лучшие воины должны драться на арене. Бои на Спикероге славились по всему Скеллиге. Пока однажды не появился призрак. Откуда ты знаешь? Я же говорил, это ведьмак, волшебник. Он такие вещи знает. Ага, волшебник. Вы знаете что-нибудь про этого призрака? Когда он появился? Дед мне рассказывал, что его дед рассказывал, будто звали его Уля Неудачник.
Он всегда проигрывал поединки, но всегда оправлялся от ран. Даже помереть не смог, как мужчина. И все до тех пор, пока однажды Ярл Тормар не устроил на арене турнир. Тогда еще противников выбирали по жребию, и Ярл стал против Ули Неудачника. Ярл в победе не сомневался. Издевался над Улли, высмеивал его так, что народ ревел от смеха. А когда он поднял руку в знак победы, Улли не выдержал и вогнал ему нож в спину. Тормар, умирая, проклял Улли. «Чтобы ты во веки веков проигрывал», так и сказал. Вот с той поры Улли является на арене и все время проигрывает. Значит, уже были такие, кто пробовал его победить. Ты шутишь? Все его побеждают, а он, бедняга, все время возвращается. И вот из-за этого не получается нормальных боев устроить. Может, надо ему проиграть, чтобы он победил? Я бы мог попробовать прогнать этого призрака, но не за даром. Если у тебя получится, мы заплатим, как за победу. И процент тебе отдадим со всех наших заработков. Как арену расколдуешь. Ну, это ты загнул. Нормально, нормально. Ничего не загнул. Есть немного, да и хер с ним. Если ведьмак с призраком справится, то он и процента достоин. Ну ладно, но чтоб только один раз. Звучит разумно. Ждите меня здесь. Мастер арены. А вот и он. Ну, подходи, не бойся. Ты наверняка выиграешь. А чё, все так просто? Ты пришел помериться силами с духом арены? Пожалуйста. Улли Неудачника всякий может победить. Только оставь, пожалуйста, все эти «сгинь, призрак», «я одолею тебя, дух арены». Слышал я это уже сотни раз. Ужасно мне все надоело. Ты не похож на обычного призрака. Почему это? Потому что не выкрикиваю угроз и не пугаю тебя смертью? Ну и что? Мне просто надоело. Кроме того, я прекрасно знаю, что сейчас будет. Ты меня оскорбишь, пронзишь мечом, я исчезну. А через пару дней снова сюда вернусь. И так повторится с каждым, кто придет сюда. Такая уж моя судьба. Я должен торчать здесь до конца света и проигрывать любой бой. Но ведь ты не болтать сюда пришел. За дело. Одолей духа арены. Берись за оружие. Ну, берусь. Только давай по-быстрому и без лишнего пафоса, будь добр. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай, как больно. Ай, какая печаль. Ай, досада какая. Ай, я проигрываю. О, нет. Что же делать? Я победил тебя. Похоже на то. Поздравляю. Но как же это? Ведь я должен был здесь проигрывать до скончания времен. Что это? Я словно слышу смех, шум, звон кубков и этот голос. Меня призывают на пир героев. Ты дал мне выиграть. Ты меня освободил. Спасибо. Да пребудут с тобой боги. Прощай, дух арены. Это было быстро. 1 очко опыта. Невероятно. Привет. Дух вам больше не помешает. Надо думать, он уже пьет мед с предками. Я знал, что ты справишься. Ну, Гуннар, я выиграл. Возьми. Вы что, поспорили? А то. Я-то был уверен, что ты справишься, а Гуннар говорил, что не в жизнь.
Потому он сейчас такой кислый. Я часто вижу Ой, не в такие жизнь. рожи, когда Это было приходит так время просто, платить. что Не бойся, мы люди чести. еще бы тут сомневаться. Это тебе. И помни, когда арена начнет приносить доход, тебе процент полагается. Буду помнить. О, До да? свидания. То есть я сюда еще могу потом вернуться и еще процентики получить. Интересно. Главное не забыть. А что-то мне кажется, что я забуду. Надо было выходить за мужчину с материка. Чуть-чуть отвлеклись, но теперь идем туда, куда планировали. Смотреть, кто там у нас. Сирена, Куралиск, еще кто. Выпиши себе на листок тогда, вернуться на арену, забрать проценты. В первом своем прохождении я, может быть, так и делал, действительно. Мне тогда было прям очень важно каждый уголок везде осмотреть, ничего не забыть. И вот эти вот тонкости просмотреть даже спустя время, которые появляются. А сейчас уже как-то даже и не страшно. Ну, забуду и забуду. Ай, где там еще один? Я тебя не забыл. Так, а еще где-то тут чертеж спрятан. Что я пропустил? Ну-ка, ну-ка. Здесь стоит осмотреться. А, вот вижу. Нашел. Аккуратно, аккуратно. Все, мастерские штаны школы волка. За 5 прохождений ты так и не получил 2 топовых меча, которые растут вместе с уровнем героя, а именно Арандит и Шефт. С чего ты так решил? Они же в DLC вроде получаются. Арандит так точно, я помню. Крабики, крабики. Как же здесь воняет падалью. Трупоеды.
Так, секундочку. Что-то тут темно, а с факелом мне опять в бою не хочется возиться. Где там кошка? Да, не из дополнения кровь и вино, но все равно. Ну, в прошлых прохождениях я получал, конечно же. Сейчас в этом прохождении доберемся до DLC когда-нибудь там в будущем. Тоже, понятное дело, все получим. Чего ты взял, что я не получал, а? Ты что, видишь прошлое и знаешь, как я проходил прошлые... Длину поднять нельзя в воздух. Прошлые проходки? Следы сирены, очень большой сирены. Опа, сирена, действительно. Уникальная сирена. Покажи, что умеешь. У тебя есть хейтер? Поздравляю. Ну... Это не прям хейтер. Хейтеры у меня когда-то давно были. Хотя и их даже вряд ли можно было хейтерами назвать. Это просто были товарищи, которые на пару минут зашли, всякую гадость написали и тут же улетучились. А прям хейтеров полноценных, ну, таких не было, наверное. А даже если и были бы, то надолго не задержались бы тут. По-любому. Мелюзина. Безумная и грозная владычица глубин. Видно, когда-то ей здесь воздавали почести. Обычно, когда проходишь НГ+, то ходишь с топовым шмотом всегда. Так у меня не НГ+, потому что... Если бы я играл НГ+, я бы ходил в сете Мантикоры. С топовыми мечами, понятное дело. А это не НГ+. Так, нычка. Школа медведя, арбалет. Неплохо. Тогда сорян, что быканул. Странная окраска чешуи. Это необычная сирена. Та же самая чешуя, что и на алтаре. Мелюзина возник не просто так. Наверняка это Эхидна знает очень давно. Когда-то она впала в спячку, а теперь проснулась и проголодалась. Топцы, ко мне. Бум. Отсюда можно попасть в Белый сад или
Если ты его по сюжету прошел, то не вернешься. Не, можно. Можно без проблем. И в Изиму можно, в Белый сад можно. В Каэр Морхен пока что нельзя. Туда никаких телепортов нет, только по сюжетке туда потом на поздних этапах можно попасть. И в Тусен тоже по заданию сюжетному. В Белый сад можно, тут телепорты остались. Можно вернуться. Правда, там больше делать нечего, если ты уже все дела там и так сделал. Но побродить по локации можно, почему бы нет. Там после определенных концовок, особенно политических, там связанных с Дикстра или с Нильфгардом или с Реданией, там даже потом в конце игры можно какие-то последствия своих решений увидеть, я помню. Хоть что-то. С таким домогом и масла не надо. Так, квест 19 уровня. На 7 уровней слабее. Там даже уровни, которые такие же, как у меня, там тоже было довольно несложно. А настолько уровней меньше, так тем более. Да и это утопцы обычные были, они прям босс. Сейчас на боссе увидим, что будет. На какой сложности? На максимальной сложности. А вот и он. Это, наверное, Нильс. Какая-то тварь уронила его с большой высоты. А значит, Брит не обманывала. Интересно, ее можно ардом или арбалетом скинуть с неба и просто ваншотнуть, как обычных сирен? Скорее всего, нет, это было бы слишком просто. А, ее арбалетом вообще нельзя сбить. Да, она не падает. А ардом? Ардом можно. Ага, но кнопки ваншота нет. Эх, продумали, продумали. Было бы смешно. Ау. Да упади ты уже. И тебя расстреливать вот так вот. Хотя урон неплохой проходит. Даже с арбалета, на удивление. Я тебя застрелю до смерти. Хоть где-то мне этот арбалет уроном пригодился. Нереально застрелил. Забавно. Так, я еще с боссами не расправлялся никогда. Так, мощь Арда, сопротивление, фигня. Прошлый трофей лучше. Ух ты. Арайн. Серебряный меч. Мощь Игни, Ирдена, крит шанс. Неплохо. И по урону не прям сильно слабее.
Вернее, даже пока его переодену, все-таки мощь Игни и крит шанс мне больше, наверное, важен, чем чуть-чуть урона. А мощь Арда там мне довольно бесполезная. Все равно мы скоро, наверное, перейдем опять на сетовские мечи, когда там дойдем по уровню до отличных. Какие там кота или медведи, опять-таки, скорее всего. Кстати, интересно, когда мне дадут наконец-то этот рог, который позволяет сбрасывать сирен с воздуха. По сюжетке когда-то или что? До сих пор у меня его нет. Так, восстановлю хилки. Если Грифона смог, то и эту точно сможешь. Ну, Арда. Арбалет вот не сбрасывает, а арт ему голова. Особенно в таких вот случаях с летающими врагами. Вот это голландец. Арт вообще имба, как знак, если по максимуму прокачать. И глифы с рунами. Враги долго могут лежать оглушенные. А представляешь, Но я, к сожалению, на арт никогда толком не концентрировался. Или Игни, или Квен прокачивал. Всегда и сейчас в том числе. А вот Ирден, Аксий, Арт, их я всегда почти не трогал. Прокачки. Мастер-ведьмак. Но не сомневаюсь, что там тоже была бы своя имба. В навыках на максимуме. В пещерах на побережье поселилась старая Эхидна. Я ее убил. С трудом. А значит, Брит говорила правду. Нильса похитила чудовище. И убила его. Тело лежит в пещерах. Я должен за ним сходить. Ты скажешь, Брит, что стало с ее женихом? Я поговорю с ней. Должен же я хоть что-то для нее сделать. Страшно глупо я себя чувствую, что собственной сестре не поверил. Возьми его. Ты заработал. Бывай. До отличных еще долго топать. Так, ремесло. Арбалеты 29 уровень. Доспехи. Мастерские у меня даже есть уже. Ничего себе. Вот, отличный доспех школы волка, кота, медведя. Они у меня уже есть. 29 и 30 уровень надо. У меня сейчас 26. Ну, немного. Такими темпами, пока мы вот тут вот всякие заказы делаем, то довольно быстро, думаю, сможем. Насчет медведя у меня еще нету чертежа обычного доспеха медведя. Вот улучшенный есть. Отличный есть, даже мастерский уже есть. Для мастерского, кстати, 34 уровень надо. А вот обычного доспеха школы медведя пока нет. Только грифона и кота. Вот волка и медведя до сих пор нет. Еще где-то надо найти. На скеллиге вроде как раз. Что ты там ищешь? Янтарь? Нет, золото. Так его вроде в речке ищут. Ситом или как-то так? Ничего ты не понимаешь. Наши потопили корабль, что вез для черных добычу на юг. Может, волны что выкинут? Рог по сюжетке дают, когда Хьялмара пойдешь искать. Понятно. Ну, я не знаю, мы еще успеем сегодня пойти его спасать или уже на следующий раз оставить. А то стрим уже 4,5 часа идет. Ну, уже хорошо. Это да. Богам предан, отважный. Не отвага это, а бравада. И, по-моему, тут мало общего с богами. И я так думаю. Когда-то он, может, и был отважным, а теперь все больше напоминает безумца.
Кстати, я что вспомнил, вот заговорили про безумца, я вспомнил, что я хотел к Лугасу Безумному сходить. Я там ему сын уже помог. Мне интересно было, что он скажет, и скажет ли вообще что-то мне, может награду какую-то даст. Я должен с тобой поговорить. Оставь меня. Твой жених умер, его похитила и убила Эхидна. Нильс. Я знаю, что его не вернешь, но я отомстил за его смерть и убил чудовище. Спасибо. Я знала, что он был мне верен. А потому клянусь быть верной ему до конца своих дней. Возьми. Здесь немного, но я хочу, чтобы ты принял это золото. Она хочет, чтобы я принял. То есть, если я сейчас откажусь, то она может, наоборот, обидеться даже. Иногда такое бывает, я знаю, что когда вроде хочешь, типа, помочь им отказаться от золота, чтобы им оно пригодилось, а они, наоборот, могут только обидеться. Мол, ты что, хочешь меня обидеть, оскорбить, что не принимаешь золото? Ах, ты мерзавец. Поэтому лучше, наверное, я в этот раз как раз приму его. Спасибо, в моем деле каждая монета пригодится. Раз она прям сама говорит, что я хочу, чтобы ты принял это золото. А то сейчас еще и на меня обидится. Все, задание выполнено. Так, сгоняю-ка я действительно к Лугасу. Чисто из интереса. Сейчас усну. Кого еще несет? Пусть твой топор никогда не затупится. Ну? Я хочу... Да... Прощай. Так, а где тут второй верстак? Вот так вот. Пусть твой топор никогда не затупится. Бледный ты. Я тоже вчера был. Интересно, такой ли ты крепкий, как выглядишь? Так, по-моему, мне не сюда. Ты чужак. Думай, Где тут его тронный зал? Распороли ему брюхо. Что-то вы плохо выглядите. Зайдите-ка в корчму, хоть меду выпьете. Мне в прошлый раз даже не показали, где он. Меня сразу телепортировали. Его шатер. Сейчас еще попробую найти, где это место. Для друзей. Мне экскурсию не делали. Кого еще несет? Тут тупик. Наверху вряд ли. Или я проглядел где-то, может. Ладно. Так, вот эта тюрьма, где я был. Так. А, вот, нашел. Вот ты где спрятался. Безумец. Ну, в чем дело? О, да, реально можно поговорить. Так, ради интереса. Нет, это уже мы слушали на Перу. Два клана на одну мод. И это тоже. Почему тогда светится, что я еще его это не спрашивал? Так, вот это вот точно новое про его сына. Твой сын прекрасно проявил себя в пещере снов. Зачем ты мне это говоришь? Потому что, мне кажется, ты его недооцениваешь. Что? Он что, жаловался на меня? Какой стыд! Вот я ему... Нет, он мне ничего не говорил, просто это было видно.
И все. Бывай, Лугас. Я думал, награда там будет, еще что-то. Эх. Ну, хоть маленький диалог уникальный. Так и пока я вспомнил насчет этой арены, я, наверное, лучше сразу подожду несколько дней возле нее, чтобы уж точно проверить. Будут ли там какие-то проценты или нет, или это ложь. Всегда бери плату. Ты же выполнил свое дело, чтобы никто не думал, что тебе должен. Так герой Гиммель говорил. А ну конечно. Поел бы свеженького, а? Я победил! Я победил на арене! Осторожно! И кого же это? Ули неудачника. Ура! Ули всякий побеждает. Такое уж его предназначение. Победи настоящего противника. Тогда и поговорим. Так. Что там по процентам моим? Ты должно быть не местный. Здравствуй, здравствуй. Ну подожду чуть-чуть. Или это просто трындеж был насчет процентов? Ты был КР Тролль у Бронника? Да, я был и все там уже купил. Просто эти квесты висят где-то на карте. Я к ним еще не ходил. Некоторые уже собрал, которые по пути были, а некоторые еще нет. Так, ну думаю, хватит. 3 дня. Ведьмак? Добро пожаловать. Ничего тут нет, короче, никаких процентов. Это просто трындеж. Обман. Ну и фиг с вами. Так, ну раз вы спросили, что там насчет этих чертежей. Так, кота, грифона, медведя. Вот этот, что ли, квест? Медведя 2. Это улучшенный, да. А это серебряный меч. Вот это, наверное. Где они там? Так, одно вот тут вот. Что бы там ни было. Второй вот тут вот. Тут еще задание про башню, еще грифона тут. Чертеж. Тут вот волка. Я вот думаю, пойти ли сейчас вот сюда вот на помощь Хьялмару, или оставить это на следующий раз, а сейчас что-то другое сделать по-быстрому. И уже, может быть, потихоньку закругляться на сегодня. Может быть, давайте вот как раз сходим сюда, за чертежом. Вот этот остров. Мы еще тут не были, кстати. И в следующий раз начнем, может быть, с этого острова. Вот это вот задание про башню. И потом еще к Хьялмару пойдем и всякое остальное тоже. Давайте, пошли сюда. Хьялмару лучше на следующий стрим помогать. Да, тем более я помню, что там надолго, по-моему, застрять можно. Это Керис мы довольно быстро помогли. А там, по-моему, подольше. С этим великаном возиться. Да-да? Что такое? Дело у нас к тебе. Только зачем стоять под дождем? Пойдем ко мне, там и поговорим. Ну так в чем дело? Ты видел пригорок за деревней? Веками на нем ничего не было. И вот однажды просыпаемся, а там башня. Ну и сразу начал оттуда молниями шарашить, будто сам Нагльфар приплыл. И до сих пор не перестала.
Надо что-то сделать с этой грозой. А то с такими волнами ни на лов, ни в поход не выйдешь. Вы туда войти пробовали? Мы-то в то же утро, как башня появилась, сразу туда и пошли. Почти всей деревней. Поздороваться с хозяином, если он с миром пришел. Или прогнать, если он дурное задумал. Стучим, ломимся, никто не отвечает. Тут мы дверь открыли, да где стояли, там и сели. Почему? Потому как там за дверью показалось там будто бы водная гладь, только стеной стоит. В жизни я ничего такого не видал. Друид сказал, что двери эти магические. А потом взял 5 смельчаков, и вошли они. Но только до сей поры не вернулись. Ладно, я посмотрю, что это за башня. Как будешь внутри, поищи людей из нашей деревни. 6 хороших ребят туда ушло. Жалко будет их потерять. Я поищу. Пусть ведет тебя Хеймдаль. Ага, пусть ведет. Слышишь звук? Это боги скрипят зубами. Значит, время войны. Время мечи точить. Кто вас поведет после смерти брата? Чтобы бить черных, короля не нужно. Нет причин ждать. По-моему, с этой моделькой я уже 3-го вот такого кузнеца встречаю. Такого вот NPC. Покажи мне свои товары. Разнообразие, конечно, такое. Оно есть, но такое. И это только на Скельге уже 3-й. Или они только на Скельге есть, эти виды NPC? В своем как раз скеллигском стиле. Хочу, чтобы ты кое-что для меня изготовил. Ничего ты не можешь изготовить. Ну и ладно. Бывай. Бывай. Ух ты, тут еще и броник, и таверна есть. Неплохо у вас тут. Ну и ну. Неплохая деревня. И кузнец, и броник, и таверна. Приветствую. Если нужно оружие, с удовольствием для тебя что-нибудь сделаю. NPC почти везде встречается, но одежда Скельги только тут. А, ну это все разнообразие. Одежду просто другую сделали. А морда все та же. Посмотрим. Посмотрим. Да, вроде мне ничего не надо. Сделаешь для меня одну вещицу? Диалогов у него тоже уникальных не вижу. Доспехи Аль 24 уровня, плюс 38 брони. Мощь Игни 20%. Сопротивление горению 100%. Интересный доспех, интересный. Будь здоров. Добрый вечер, Евгений. Добрый. Мы уже, наверное, скоро будем закругляться даже потихоньку. Уже почти 5 часов сидим. Ну, если вдруг, как случится, как часто бывает, только я начинаю закругляться, и народ начинает подходить, то, может быть, я и подумаю, может быть, мы и не прям сразу будем закругляться, а чуть-чуть попозже. Осади! Мечи за спиной. Приветствую, незнакомец. Выпей с нами. Ну, я вовремя. Покажи мне свои товары. Ну, зато вчера ты почти целый стрим с нами просидела. Или вообще целый. О, еще карты Скеллиги. И не только Скеллиги, все беру.
Будь здоров. Надо тебе подольше на островах побыть. Хоть сил наберешься. Так, все, тут идем вот сюда, за чертежом. Еще какой целый, первый стрим, который от начала до конца сидел. Ого. Неплохое достижение. Нравятся мне такие игры. Да, жалко, что их у меня мало было и мало планируется, к сожалению, вот таких вот небольших игр на один стрим. Раньше когда-то что-то такое бывало еще для разнообразия. А сейчас уже довольно редко. Интересно, вот тут может что-то есть. Туда прям дорога такая ведет отдельная. Давай. Что такое? Белый медведь. О, в этот раз белую шкуру дали, а не обычную. Ой, отстань. Ну чё такие души? Ай! Ты не тыкай меня этой фигней. Что, драться расхотелось? Вот так вот. И ничего тут нет. Просто какой-то алтарь. Или типа того. А вот тут вот. Насчет подобной новеллы, кстати, еще у меня в Стиме валяется еще одна довольно похожая, которую я уже когда-то давно даже стримил, но за один стрим я ее там не прошел. Еще думал когда-то к ней вернуться, но так и не вернулся. Но она до сих пор у меня валяется. Опять расстреливать вас, что ли? Одна есть. Вот так вот. Нильфгардские сокровища. Ну ты подумай хорошо. Но учитывая, что вчера кроме тебя и Игоря толком никого и не было на стриме, то вряд ли, наверное. И тем более, учитывая, что мне сейчас как раз надо игры, которые много часов приносят для достижения цели по монетизации, то мне сейчас все-таки приоритетнее проходить то, что много часов приносит. А Ведьмак сейчас довольно неплохо по часам идет. По прибыли часов, скажем так. Вчера был стрим, да, вечерний, по визуальной новелле, по хоррору,
который мы прошли за один стрим. Сразу всю. Ничего не знаю про других. Нам с Игорем было очень весело. Ага, я видел. На хоррор-игре в чате веселуха творилась. Кому страшно, а кому только смешно. Ну раз для канала надо другое, ничего не попишешь. Ну вот как только выполнится это условие, это цель, и потом уже можно будет смело проходить все, что угодно. И не запариваться вообще ни над какими часами, ни над какими условиями. Так, мне кажется, не сюда мне надо идти, а вот сюда. А то тут все прям слишком раздолбанное. Ну, уведомление не пришло. Опа, тролль. Добрый вечер. Внезапно. Вы видели? Он куда-то решил ретироваться и полетел. Мы думали, ты не успеваешь нас читать. Не, я решил просто себе атмосферу не портить. А то я старался все-таки вникать в игру, пока там зачитывал все диалоги, а в чате веселуха какая-то творилась. Ай! Ай! Не надо мне скидывать в пропасть, твари летучие. Зараза. Блин. Доели. Ничего себе, гарпию можно спарировать? Удивительно. Думал, чудовище вообще спарировать нельзя. Как я ненавижу летающих мобов во всех играх. Они тупо не дают мне забраться, потому что бой идет. Скотины. Как вы меня бесите, а? Так, наверное, даже проще. И заново начать просто. Мне было страшно. Немного. Ага. Вот именно, что немного.
Блин, заново. Долбаные сирены гадкие. Что, паскуда? В этот раз он решил не улетать. Так, секундочку. Так, надеюсь, сейчас они меня не будут так выбешивать, эти летуны. Или лучше вот тут сразу с ними расправиться. Или по-быстрому перепрыгнуть, пока они ко мне не прицепились. Блин, тут лук, конечно же. Ну, началось. Сволочи какие. Но они еще и падают. Не ко мне сюда, а фиг знает куда. Хоть одна. Вторая. Третья. Они все новые появляются, конечно. Так, последняя. Не туда. Ну где ты там? Да. Уже самые бесячие враги, летающие в любой игре. А ты что хотел, чтобы я коньки тут отбросил, а наоборот был план хихикать, чтобы держать кирпичи в себе. Я ничего не хотел, я просто констатирую факт, что действительно, когда хихоньки да хахоньки, то вся атмосфера полностью теряется и весь, грубо говоря, смысл хоррора теряется. Но если прям план у вас такой был, то тогда ладно. Блин, мы дойдем до этого сокровища, до этого чертежа гребаного или нет? Или мне эти твари 100 лет будут мешать? Меня уже бомбит от этого места. Вот почему Геральт во время боя не может запрыгнуть на эту скалу? Почему вот надо именно конца боя ждать? Кто это придумал? Дайте мне его сюда. Наконец-то.
Наныл. Эй. Допрыгнул. Итак. Где моя прелесть? Не то. Седьмого уровня. Два удара. Кошки что нет? Ну, я не стараюсь не прям всегда ею пользоваться, иначе смысл факела тоже тогда для меня теряется. Я иногда как? Иногда кошкой пользуюсь, иногда факелом. Если прям в бою надо активно двигаться, то да, тогда стараюсь кошку, потому что в бою с факелом это выглядит смешно. А вот когда спокойно ходишь, бродишь, то и факелом нормально. Опять вы. Тю-тю-тю-тю-тю. Не падаем. Так, что за меч? Дневная звезда. Урон огнем. Горение. Жаль факелов. Факелом нельзя блокировать, как в Скайриме. Да. Жалко. О, опять. О, эти уже 20-го уровня, это уже не 7-го. Эти уже покруче. А где этот чертеж? О, доспех школы медведя и сапоги начального уровня, наконец-то. И штаны, и перчатки, и полный комплект. Наконец-то нашли.
Теперь-то мы можем сделать и обычный доспех, и улучшенный, и отличный. Надо только уровень подкопить, и будет полный фарш. Теперь я готов. И медведя, и кота крафтить. Сколько можно. Ну что ж, как угодно. Так, убери факел. Нормально. И снова здравствуйте. Здравствуйте. Вы прям под конец стрима снова вернулись к нам. Но это не факт. Но скорее всего. А то я смотрю опять под конец стрима, как всегда, все возвращаются. И не только те, кто были, и новенькие. А то смотрю на ютубе опять 15 человек показывает. И как всегда, только я собираюсь заканчивать, сразу активность подрастает. И мне приходится не заканчивать, а сидеть дальше. Все как всегда. Все как мы любим. Так, тут еще место силы вроде бы. Не-н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 е. Не надо, не надо мне в самый низ. А, тут не прям в самый низ. Слава богу. То сейчас бы со всей этой игры в самый низ было бы... Ой, как весело. Какое-то паркурное место. Что-то тут много прыгать надо. Это место силы. Отсюда изливается магия. Это место сил. А еще тут телепорт есть для удобства. Продумали. Знак пройденного испытания ловкости? Это что? Это зачем? Это для какого-то квеста, что ли? Гроссмейстерский будет доступен только в кровь и вино. Очень жаль тоже. Чтоб под самый конец игры. Зато вот в новом DLC можно будет в гроссмейстерском походить. Так, все. Тут башня. Вот сюда можно еще, в принципе, сходить. Раз уж народ прям подходит. За еще одним чертежом. Я успел и над музыкой поработать, и над игрой. Вот как время летит. Красивые мечи. Но по мне лучше добрый топор. Приезжают тут всякие с большой земли, а нам потом их трупы из корчмы выносить.
Так, я слышу, кто-то где-то топает большой. И рычит. Это циклоп. Полегче, полегче. Даже ничего не охранял, что ли? Просто рандомный моб. Нормально. На скеллиге теперь вот такие вот рандомные мобы на дороге встречаются. Это вам теперь не утопцы. Тут циклопы теперь на дороге валяются. Как обычные мобы. Руки прочь! Я сам его убью! Ну попробуй. Слава героям! Хватит болтать, к бою! Чары-мары. Раз, два, три. Ты, седой, умри. Нет, не получилось. Но считалочка хорошая была. Правда, умер не я. Хотя, может, он тоже седой, под шлемом же не видно. Он же не уточнял, какой именно седой. Здесь стоит осмотреться. Это просто офисный планктон с работы приехал и пришел на стрим. Может быть. 7:30 как раз время. Но мы и так уже 5,5 часов сидим. Надеюсь, в записи будет интересно. Хотя бы. Вот с музыкой пока что очень даже хорошо. Такой позитивный саундтрек получается. Хотя, может и снова получится... Может снова случится так, что я считаю свой трек веселым, а на самом деле он мрачный. Вот. Со стороны потом заценим, посмотрим, послушаем. Чертеж отличный, стальной меч школы Грифона. Но там и враги сильней. А вот хейтер вылез. Никаких хейтеров у меня нет. Вообще. Такс, все. Тут на острове пока все. Тут только башня осталась 30 уровня. Это мы чуть-чуть на потом оставим. Один вопросик тут остался. Тоже на потом. Так что, закругляемся на сегодня или... Или вас тут много? Или вы не планируете никуда уходить? Пойду-ка я скрафчу этот самый сет медведя, чтобы валялся в сундуке сразу готовый на будущее. И лучшее оружие ни к чему. Если слабая Под рука хейтером я его имел в виду циклопа. Правда? А-а-а. Тяжко было примить Ну, всю эту такие хейтеры нам не страшны. Мы не таких побеждали.
Так, броник. Значит, вернулся. Вот опять, кстати, эта моделька. Сколько раз я его уже встречал? Изготовишь для меня? Такс. Погнали. Доспех школы медведя, давай. Так, дальше. Улучшенный доспех школы медведя. Дальше. Отличный. Не хватает уже что-то. Шкура драконида. Купить двемеритовая пластина. Сейчас скрафтим. О, 2 штуки. Отличный доспех есть. Может и кота тоже тогда улучшенного, отличного сделать. И вообще все. А мне только кота. Волка пока нет. А, тут тоже шкура драконида и двемеритовые пластины. Так, погодите, пока. Что тут дальше по перчаткам и всему остальному? Перчатки медведя. Раз. Улучшенные. А, у меня нет улучшенных перчаток чертежа. О, как. Значит, не все так просто. Сапоги. Медведя. Так. А вот сапоги есть улучшенные. Медведя. А отличных. Отличные тоже есть. Крафтим. Штаны. Медведя. Улучшенных штанов тоже нет чертежей. Угу. Отличный затвес. Так, надо еще улучшенные штаны найти и улучшенные перчатки найти. Для полного сета улучшенного. Чтобы потом отлично еще сделать, чтобы был отличный сет полностью у нас готовый. Будь здоров. Так, пока мы это положим в сундук на будущее. Кота. Сапоги. А штаны и перчатки на мне сейчас одеты вроде, да? Да. Ну-ка. Значит... Скорее всего, доделаю сегодня или завтра. У нас тут очень много. Ну, только что показывал на ютубе 15. Сейчас уже 10. Изготовь. Но все опять на фоне, походу, слушают. Кроме тех, кто в чате. Отличные школы кота. Так, шкура драконида и 2 пластины. Шкуру драконида где мне взять? О, тоже можно скрафтить. Надо только вот это вот. Раз, 2. Все. Делов-то. Все, доспех отличный. Кота тоже теперь есть. А что там по остальному? Отличные перчатки. Свиток стали. Вот так вот. Перчатки есть. Сапоги. Так вот. Есть штаны. Так вот. Все. Блин, стоп. А зачем я штаны улучшил и перчатки? Сейчас уже мне... Будь здоров. Скажут, что я не могу их носить, потому что я же... Мне их автоматом уже сняло. Посмотрите на вот это вот. Да, вот это я поспешил, наверное, чуть-чуть, что я сразу все скрафтил, даже перчатки и штаны. Я же в них, собственно, и ходил. Блин. Поспешил.
А у меня есть тут другие штаны? Ну, школу медведя можно пока что. Или школу грифона пока что переодеть. Ну-ка, сейчас сравним, какие лучше. Перчатки тоже. Это я пока, значит, тоже положу. Это все ждет 30 и 29 уровня. Забавный момент получился. Так, допустим, медведя. Улучшенные штаны школы грифона. Брони чуть меньше. Мощь знаков. Сопротивление стихиям. Забытые школы волка. Брони больше. Не, эти лучше уже. Получение адреналина. Мощь знаков. Не, пусть будут улучшенные школы грифона. А перчатки... Забытые школы волка вроде тут получше. Кроме адреналина. А грифона, мощь знаков, сопротивление стихии. Но брони меньше. Не, давайте вот эти. А то эти еще и под... Этот по броню вообще не в тему как-то. Да и тем более это все временное пока что. У нас пока вот 29 уровень не наберется. Тут парочка уровней всего осталось. И будет нормальный полный сет красивый. Пока что так. Чуть-чуть побегаем пока что. Штаны, конечно, тоже чуть не в тему. Но потерпим. Чуть-чуть я поспешил, конечно, с этими штанами и перчатками, но не смертельно. Пока что так. Значит, с удовольствием. А очень много это сколько? Ну, сейчас уже не так много, поэтому, может быть, реально будем закругляться. А то пока я тут крафтил доспехи, кто-то, походу, разбежался. Может и хорошо. Уже 7. Вот-вот. Тем более я уже есть хочу. 5,5 часов стримить. Это, конечно, такое дело. Так, вот ты говорил там, кстати, про вот эти заметки. Вот я их покупал. Все серые. Будь здоров. Еще бы с мечами, конечно, разобраться бы. А кузнец, походу, спит. Это еще что? Ну, гравировка. По крайней мере, с теми чертежами, что мне доступны. Улучшенный меч кота. Грифона. Забытый это мне не надо. Кота. Забытый. Грифона. Сейчас посмотрим, какие у меня есть. Ай, какие есть чертежи. Этот опять забаговался, какого-то фига. Я на ТикТоке друзей отвечаю. YouTube многим стримерам накручивает зрителей в виде ботов.
Ну, это мы уже на себе протестировали, когда на каком-то там стриме было 50 зрителей, а в чате тишина. Кто-то там, наверное, просто на фоне смотрел или слушал, это да. Но не все же 50. Я прям уверен, что там по-любому боты были. 100%. Интересуешься оружием? Сделал. Так, арбалеты, кстати. Тоже надо бы, конечно. Пусть валяются в сундуке на будущее. Мечи. Отличный школы Грифона. Бэмс. Отличный кота. Бэмс. Медведя у нас пока нет чертежей, как и волка. Темной стали. Проглядел, что ли? Темного железа. А где темной стали слиток? Чё, нет? Двимерита, железо. Слиток темного железа. Мне надо... Хотя... Ну-ка. А, вот же темная сталь, господи. Действительно слепой. Тогда раз, два, 3, 4. Так, может быть, хватит. Отличный Грифона. Отличный кота. О, остальной медведя есть. Улучшенного нет. Тогда все. Будь здоров. Если не ошибаюсь, сет забытого волка можно получить, если помочь Рейнольду, победив Красного Мора. Именно так. Именно там мы его и получили. А еще я знаю, что его вроде как можно улучшить. Наверное, тоже где-то в Туценте только. Так, кота тоже надо 29 уровень. А вот и Грифона можно уже прямо сейчас одеть. Урона побольше, мощь знаков. Крит урон. Но тут крит шанс 10% и кровотечение. Крит шанс мне поважнее, наверное. 10%. Чем 8 урона. Так, серебряный. 37 урона, вот тут уже поинтереснее. Мощь знаков. О, вот этот получше. Определенно. Вот это меняем. Остальное кладем в сундук. На потом. У меня уже есть школа кота, арбалет, что ли? А, блин, тогда не надо было крафтить. Ничего, один продадим. И вроде теперь точно все с броней и мечами. Разобрались. Теми чертежами, что пока доступны. Значит... С удовольствием. Этот продать.
Конец. Ждем 29 и 30 уровень. И ищем дальше последние чертежи, которых там не хватает. В следующий раз пойдем к Ялмару вот сюда, на Умдвиг. Тут как раз мастер Бронник, там будем искать инструменты. Тут вот еще чертежи всякие есть. Это как раз с помощью к Ялмару. Вот еще улучшение школы медведя тоже. Чертежи. Вот там будем исследовать все остальное. И на остальных островах тоже, наверное, что-то еще поделаем. Вот, например, вот эту башню из ниоткуда. И всякое прочее. Может быть, даже успеем к Йеннифер вот сюда направиться наконец-то. Эхо прошлого. Встретиться с Йеннифер. Что-то из этого будем делать. На сегодня, думаю, хватит. 5 часов 40 минут. Опять почти 6 часов. У нас каждый стрим по Ведьмаку теперь по 6 часов почти получается. Надушнил крафтом, все понятно. Ну, походу, кто-то увидел, что начался вот этот крафт, и всем сразу стало неинтересно. И все убежали. Наверное. Чтобы улучшить сет Забытого Волка, нужно попасть в Каэр Морхен и на книжных полках найти заметки по улучшению. А, я думал в Тусенте. Каэр Морхене, ладно. Потом сделаем как-нибудь, когда-нибудь. Что ж, пойду тогда писать там дальше. Спасибо за стрим, хорошего всем вечера. Да, всем тоже спасибо, всем, кто был, всем, кто смотрел, кто подошел попозже. Все равно спасибо всем, кто, может, молча смотрел стрим на фоне. Все равно спасибо всем, кто в записи будет когда-то смотреть этот стрим тоже. Тем, кто ставил лайки или дизлайки на ютубе, тоже спасибо. И всем тем, кто много часов смотрел стрим на ютубе, отдельное спасибо. Вы отдельные молодцы. Кто мне там часы фармил. Вы отдельные молодцы. Всем удачи, до скорых встреч на следующих стримах. Удачи, всем пока-пока. Всем спасибо за подписки.